Всем привет! Вы смотрите самый спортивный выпуск в истории «Вписки». Его герой – боец ММА, выросший в России, Арман Царукян. Для фанатов UFC не нужно объяснять, кто это, а для остальных – короткая справка. Прямо сейчас Арман один из самых хайповых бойцов UFC. Он снимает вирусные ролики с едой, которые залетают на десятки миллионов просмотров. Тусуется и коллабит с популярными американскими селебами, вроде Джейка Пола, Айшоу Спида и Нины Драмы. Флексит роскошью, где есть роллсы, бизнес-джеты и дорогие часы. А еще практически все эксперты уверены, что это будущий чемпион в легком весе. Мы слетали в LA, чтобы увидеть, как устроен UFC изнутри и показать, как живет человек, который может стать новой огромной звездой ММА. Больше не задерживаю, погнали смотреть. Как он типа... Покажи, кто главный за грилем с ассорти от Indy Light. Оставайся на лайте и... Делай, что любишь. Indy Light. Вася, Коля, вписка. Вася, Коля, вписка. Вася, Коля, вписка. Всем привет, я Арман Царукян. Сегодня снимаем выпуск «Вписка» у меня дома, где я живу в Ньюпорте. И тут появляюсь я. Еще раз привет. Привет. Это Феррари для моих рилсов. Больше всего залетает на ней. Я живу на 2 города здесь в Америке, на 3 города. Это Майами, LA и Ньюпорт. И в каждом снимаешь по дому? Да, в каждом у меня есть дом, гараж. Но машины постоянно между LA и Ньюпортом меняются. А сколько у тебя всего автомобилей? Но эти все автомобили прокатные. Личного автомобиля у меня нету здесь, в Америке. Я правильно понимаю, что в Штатах арендовать автомобиль это не так дорого? По отношению с Россией недорого. Даже вот эти машины, если на 3 года арендовать, вот за эту машину ты будешь платить там, наверное, 150 тысяч в месяц. У нас сильно дороже стоит. У нас дороже. У нас в день, наверное, вот эта машина будет стоить 150 тысяч. А сколько у тебя всего автомобилей? Ну вот личных твоих. Личных 5. 1 в Армении и 4 в России. А зачем тебе 5 автомобилей? Ну, 1 спортивная, 1 пикап для гор, 2 для грязи, 3 для семьи. А спортивная тоже Феррари? Не, Ламборджини. В чем кайф ездить на Ламбе в России, где не всегда хорошие дороги? По центру, когда ездишь, там хорошие дороги. Где я в Краснодаре живу, у меня загородный дом находится в 40 минутах. Там ровный асфальт, и я спокойно доезжаю туда. Маленький гараж, здесь даже не помещается вот эта машина. Вот это у нас SF90. Блин, тут, конечно, очень эффектные кресла. И руль-то, кстати, тоже супер эффектный. Прикольная тачка. Она гибридная. Ты хочешь тихо ездишь, хочешь быстро ездишь. Хина вообще. Это что у тебя за туалетная водичка? Луи Виттон. Слушай, а тебя вот такие машины, они не провоцируют на быстрое вождение? Нет, потому что у меня на протяжении 10 лет есть такие машины, и я уже привык к этому. Есть человек, который ездил всю жизнь на Toyota Camry 2 литра, и он сел в нее, и, конечно, она ее спровоцирует, а меня уже ничего не провоцирует. То есть ты можешь спокойно, типа, по правилам американским ездить и не газовать даже? Да, но иногда бывает газуем. Мне кажется, она, знаешь, прикольно урчит, скорее всего, да? Да, можно завести. Слушай, а можешь завести, да? Да. Послушаем этот мотор. Соседи, наверное, меня выгонят, так что... Ты кайфуешь от такого звука? Да, мне нравится. Очень печально, что я понимаю, что этих моторов скоро не будет, и все будут электронные. Как без этого звука? Арман, ты согласен, что сегодня для обывателя, который не сильно погружен в мир UFC и единоборств, ты боец, который снимает ролики с едой? Я как бы боец, блогер уже стал. Мы идем в ресторан, мы заказываем много еды для компании. Все думают, что это я все ем. Но, конечно, не все я ем. Взяли много курицы, я снял свое видео 15 секунд, потом все люди начинают кушать. И это залетает больше, чем мои бои. Допустим, я выиграл бой 10 миллионов просмотров. Снял просто видео, не потратив там $100, залетает на 20, на 30 миллионов просмотров. И я понял, что от этого я могу получать разные дивиденды, и сейчас мне рестораны приглашают, чтобы я у них кушал, дегустировал еду, и в дальнейшем, когда я оставлю эти бои,
Я бы хотел себе открыть ресторан и уже там у себя кушать. А я думал, дегустировать. что у тебя будет карьера фудблогера дальше. Ты Может будешь ездить быть. по миру, может быть, мишленовские рестораны. Может быть, посмотрим. Смотря как карьера закончится. Может, карьера закончится, что вообще никто мне не нужен будет. Может Я быть. сам буду контролировать, куда мне ездить. Как вообще возникла эта идея? Эта идея возникла 3 года назад, вообще случайно. Мы поехали в In-N-Out, заказали очень много бургеров и приехали домой после боя. Я говорю, давайте вот поставим все, типа я после весогонки ем. У меня тогда было, наверное, 300 тысяч подписчиков. Мы загрузили это видео, и это видео залетело на 10 миллионов. Я говорю, ничего себе, это первое мое видео, которое залетело. Я такой, надо, значит, что-то еще снять. Потом я поехал в Нобу, поставил большую тарелку суш, съел суши, то же самое. И у меня там начинают подписчики прибавляться. Я думаю, ничего себе, говорю. Это же работает на противопоставлении, что с одной стороны ты всегда супер рельефный, у тебя там по 6 кубиков или больше, а с другой стороны у тебя куча еды. И люди думают, как будто бы искренне, что ты ее всю съедаешь сам. У нас бывают дубли. Мы недавно снимали, как мы едим бургер. Там что-то не получалось. То рот грязный, то не сфокусировалось, то еще что-то. И там получалось 10 кадров, и я, наверное, бургеров 6-7 съел. То есть бывает 6-7 бургеров? Да, бывает такое, что и тебе приходится есть. 3500 калорий. 3500 калорий ты съел, на следующий день ты встаешь в 6 утра, 75 миль на велике, потом приходишь, отдыхаешь до вечера, идешь на тренировку. И вот компенсируешь. Весь этот креатив, он на тебе или его создает команда? Все, что у меня в Инстаграме вы видите, все ролики, это 90% это то, что я придумал сам. Эта идея. Есть, например, Junky Food в самолете. Да. В частном. Твоя идея? Да, мне позвонила компания, очень известная, заплатили денег и захотели, чтобы я к ним пришел в чикен-шоп и поел. Я говорю, слушайте, я лечу в Вегас, давайте я в самолете сниму. Нет, говорит, приходите к нам. Я слушаю, если я вам приду, у вас будет 5 миллионов. А если я в самолете полечу, у вас будет 30 миллионов. Сделал в самолете, это там завирусилось на где-то 30 миллионов, и они обрадовались. А самолет оплачивали они или ты? И я просто летел, я говорю, давай заодно возьмем с собой. Тебе уже платят за это. Да, это я зарабатываю с этого. Сколько, например, может стоить такой вирусный ролик с твоим участием? От какой суммы? на нормальные часы. Хорошие роликсы можно купить. Ну, то есть 5 миллионов, наверное, в рублях. Ну, плюс-минус. Арман, ты можешь показать мне, как ты обычно снимаешь все свои вирусные видосы? Да, конечно. Очень просто. Иду, заказываю, много еды и просто ем. Вот и все. Прямо сейчас создаем Reels, Shorts, TikTok, который залетит на 5, 10, 15 миллионов. Let's 5, 10, 15 нет, 15-20. 15-20? Да. Все, давай, удачи. Сейчас я вас научу, как делать видео на 20 миллионов. Сначала чил кофе. Берешь вот так курицу, разрываешь. И съедаешь очень быстро. Мне бы карту оформить. Талончик возьмите, пожалуйста. Мужчина, вы какой в очереди? Я тут 30-летие отметил. А сейчас вам сколько? А сейчас мне 75, но выгляжу моложе. Не, я пас, я это не выдержу. Дружище, не надо так страдать. Вот, оформи карту Озонбанка. Бесплатное открытие и обслуживание. Плати как удобно. Пластиком, Мирпэй, QR-кодом. Или вообще, вот этим стикером. И что, даже талончик брать не надо? Карту можно оформить вообще без этой суеты. Хоть курьером, хоть в ПВЗ Озону дома. Люди, вы свободны. Повторюсь, оформить карту или стикер можно вообще не выходя из дома. Арман, у тебя вот репутация человека стильного, который понимает за то, как должен выглядеть мужчина. Давай меня ты оценишь. С прически начнем. Прическа топ, Пойдет. Чуть можно укоротить, привести в порядок. а кудри норм? Кудри норм, да. Либо оставить много, либо чуть укоротить. Борода как тебе? Борода пойдет. Четкая. Сережку убрать. Кольцо норм? Кольцо нормально. Цепочка как тебе? Цепочка нормальная. Рубашечка? Рубашка бомба, шорты бомба. Носки? Носки не очень, и это тоже не очень. А это почему? Что не так?
Ну, это все классика, это что такое? Классические странные тапки, Ну, как римляне носили, знаешь, древние. Ну, странный, сам говоришь, что странный. Ну, то есть Не подходит. заменить надо. Да. Ну, к твоей прическе подходит. Ну, в целом хорошо получилось. Да, четко, четко. Какое у тебя было здесь самое необычное знакомство? Я на UFC знакомился с Марк Уолберг, с актером. Так ни с кем из таких известных не знакомился. Случайно не встречал никого. Как ты познакомился с Сайшел Спидом? Тусовка была, позвали меня туда, там, после, как автопати после футбола было американского, и все звезды там были. Там познакомился с ним. Он знал тебя? Не знаю точно. Но да, он знал, что я борец. И он сразу начал бороться, там что-то боксировать. Он собирается в Россию приехать, посмотрим. Дагестан, потом в Москву. А ты видел его выступление в рестлинге, когда он прыгнул? Да, мне Если бы понравилось. тебя позвали, ты бы вписался в такую историю? Ну, пока я не могу этого делать. Травматично? Да. UFC, я думаю, не разрешит. Как ты познакомился с Джеком Полом? Мой массажист и его массажист один человек. И один раз они позвонили по фейстайму, познакомились. Потом мы где-то встретились. И потом он захотел приехать в Армению. Интересно узнать, сколько же ты платишь этому массажисту за такие полезные знакомства. Бесплатно. Почему? Как? Когда становишься друзьями, не обязательно же всегда деньги. Не всегда же деньги все решают. Что ты думаешь о нем как о боксере? Он довольно хороший боксер для блогера. Ты бы победил его в боксе? Я думаю, он чересчур большой. Думаю, что нет. А что ты думаешь о его лиге? MVP? Да. Хорошая лига. Вот первый турнир был. Хорошо собрали арену. Прикольная картинка была. Но нужно много бойцов подписать, чтобы что-то сделать крупное. Ты думаешь, они могут стать конкурентом UFC? В ближайшее время нет. Они платят хорошие гонорары. А где бойцы? Все бойцы подписаны в UFC. Из-за этого, я говорю, нужно время, чтобы они подписали молодых ребят и превратили их в звезды. Бойцы могут, у кого заканчивается контракт, могут уходить из UFC в теории ради денег. Нгану же ушел ради денег. Может быть и такое. Ну, UFC так легко не отпустит. Ну, я имею в виду, когда каждый раз они переподписывают твой контракт. Когда ты дерешься за пояс, у тебя еще не бывает такого, что это твой последний бой, и ты за пояс дерешься. Ты должен там выжидать минимум 2 года, чтобы перейти в другую лигу. У Джейка Пола подставные бои, когда он дерется сам? Нет, думаю, что нет. Он и проигрывал 2 раза. Как могут быть они подставные? Вот ему в последнем бою челюсть сломали. Да, но как будто его не били несколько раундов, и только потом начали бить. Я не смотрел бой. Только смотрел отрывок, когда вот попали, уронили его. Вообще, вот насколько это нормально, когда блогер выходит против профессионального боксера, еще и супертяжеловеса? Майк Тайсон уже на закате своей карьеры. Да, но Джошуа нет. Джошуа, да, но он вышел и сломал ему челюсть. Ну да, но это же риск здоровья. Когда ты получаешь 50 миллионов, я думаю, что риск оправдан. Ни одна челюсть не стоит 50 миллионов. Ты за 50 миллионов долларов пошел бы драться? Я бы не придержался и 3 секунд. Ну и что зато ты заработал бы 50 миллионов долларов? Да, но я мог остаться инвалидом. Может, он меня убил бы с удара. Ты бы не вышел, вот сейчас тебе бы дали 50 миллионов долларов. Вышел бы на бой или нет? С Джошуа? Да. Нет. 50 миллионов долларов. 50 миллионов, это не сделает меня счастливым, если я буду мертв. Откуда ты знаешь, что ты просто упади сразу с первого удара, притворись, что ты плохо себя чувствуешь. Ну ты бы Да. пошел с Джошуа за 50 миллионов, Я бы за 10 пошел. зная, что тебе сломают челюсть. Нет, я притворюсь, что я упал и все, выключился. А ты думаешь, что ты притворялся? Это же разочарует американскую публику. На дистанции это сработает плохо. Да если ты блогер или там кто ты, вот, интервьюер, какая разница, какая репутация. Вышел, наоборот, все будут думать, что ты бесстрашный человек, выходишь и дерешься, еще и за это деньги получаешь. Вот это электро. А вот давай по чесноку, от какой тачки ты кайфуешь больше? Вот от этой или вот от этой? Ну, на это прикольнее. Ты едешь с ветерком, музыка играет, все люди на тебя смотрят, машут. Причем мне кажется, что если вот на таком дрифтить на повороте, то можно Сразу перевернуться. перевернешься. Да, она какая-то супер такая. Не, нестабильная. она едет 30 миль в час, это 60 километров, там 55 максимум. Но не опасно резкие повороты делать, потому что можно реально перевернуться. Нет желания такую купить в России? У нас же на трассах нельзя, вот, допустим, если где-то по деревне кататься можно, но у меня есть баги там. Если я хочу, я сажусь, у меня баги, квадроциклы, снегоходы. Если нужно, я сажусь в баги, либо на квадроцикле. Как возникла вот эта коллаба в Армении, куда приехал Джек Пол и Литвин? Почему ты их собрал в одном месте? Джейк Пол хотел приехать в Армению, а я в этот момент был с Мишей в Дубае.
Я говорю, Миш, не хочешь поехать на 3 дня в Армению? Джейк приедет, и ты познакомитесь, и погуляем. Он говорит, да, без проблем, у меня как раз есть свободное время. Ему очень понравилось, и сейчас он хочет в Россию приехать. Только чуть боится России. Почему? Он говорит, меня там не заберут, то, что я там с Трампом и так далее. Я говорю, так наоборот, Трамп наш человек. Кто из них круче как контент-мейкер, по-твоему, как блогер? Джейк Пол или Литвин? В последнее время я думаю, что Литвин. Я думаю, что Джейк Пол перешел ту черту, когда ему нужно делать видео, контент снимать. Он уже чуть перешел эту границу. А Миша все еще делает для своего бренда, для своего инстаграма, для компании. Джейк Пол, я думаю, что перешел ту границу, что он зарабатывает такие деньги, что это ему уже не надо делать. И он уже не придумывает какой-то интересный контент. Какие Мишины видео тебе понравились в последнее время? Когда он переплывал под холодной водой. Когда баня в самолете, выпрыгивал с бани. Тебе не кажется, что Миша немного безумец? Вот есть момент во влоге у тебя, когда он на снегоходе разгоняется, прыгает, и у него вылетает плечо, которое уже до этого вылетало. Да. Что, прикинь, вылетело? Конечно, он бесстрашный человек. Если бы он был бы обычным человеком, то он бы не был бы сейчас Мишей Литвиным. Как товарища не пугает, что вот это бесстрашие, безрассудность доведет его? Я помню, когда мы снимали момент, он был в клетке с Чимаевым, и Чимаев, по-моему, сломал ему ребро. Удар. Даже 2 ребра. Ради контента, как будто, знаешь, все больше и больше ставит свою безопасность, свое здоровье на кон. Ну, за счет этого он и получает много просмотров. Это его работа. Он должен жертвовать собой. Ты в бой выходишь, после каждого боя ты можешь остаться инвалидом. То же самое. То есть это оправдано? Да. Как думаешь, профессиональный боец, он должен жалеть вот человека, который не подготовлен в таких ситуациях? Человек же сам этого хочет для контента. Как он будет жалеть тогда? Смысл он вышел. Да, но у подготовленного человека же кулаки приравниваются к оружию. Ну, это уже ответственность на Мише, а не на Хамзате. Вот когда ты боролся с Равшаном, ты вкладывался или так? Да, я не хотел, чтобы они мне сделали тейкдаун. Работал на полном. И как тебе Равшан как борец? Неплохо, он знает. У него есть... Он что, дзюдо занимался или чем он занимался? А-ля Кёкусинкай там такой. Крепкий. Крепкий, Да. Кому пришла идея подарить Джейку Полу костюм медведя? Даже это не костюм, а шкура медведя. Моя. А почему шкура медведя? А чем его удивить? Головой кабана. Ну-ка, дали Литвину. Почему Литвину голова кабана? Планировался только быть Джейк Пол. Литвин не планировался быть, и мы резко, когда Миша тоже приехал, что у нас есть, только кабан есть, ну что делать? Давай хотя бы Мише кабана подарим. Но мы Джейк Пол уже планировали медведя подарить. Он его привез сюда. Здесь щеголяет, не ходит? Ходит не. Пугает народ. Да. Мишку, конечно, жалко. Ну и что сделаешь? Может, он умер своей смерти. Мишка? Да. Может быть. Но сомневаюсь. Yo. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. How are you? Good? Good, bro. Mexican. Yeah, bro. No, Venezuela. Венесуэла? О, Венесуэла. Я, например, когда в прошлом году первый раз прилетел в LA, я охренел от количества фриков, от количества наркоманов, от количества бездомных, которые ведут себя порой дико агрессивно. То есть среда, она неприятная, небезопасная по ощущениям. Ну, я в каких районах живу, они безопасные, чистые, аккуратные. Куда я езжу, особо не встречаю этих людей. Когда не знаешь сначала, да, ты там едешь на Голливуд, там один наркоман, ну, когда ты уже местный, ты уже знаешь, где тебе кушать, куда тебе ходить, чтобы не пересекаться с этими наркоманами, бомжами и так далее. Я когда вообще первый раз приехал, на набережной они все жили. Я говорю, ну как это возможно? Как люди дают им просто жить, шалаши строить в Санта-Монике, такой вроде крутой пляж. Так они же еще пособие им дают. Безработицы, они вот так и выживают. В Майами их меньше намного. Я не знаю, что они с ними делают. Но они, мне кажется, кочуют. Они все приезжают сюда. Что самое дикое ты здесь видел? Когда я первый раз в Нью-Йорке увидел, как двое мужчин целуются на улице. Как ты отреагировал? Очень негативно. Не мог поверить своим глазам. Но потом к этому тоже привыкаешь. Становится тебе
по барабану, кто что делает, ты просто зациклен на себе. Я вообще против ничего не имею, против геев там. Просто на показуху вот это не делай, чтобы дети не видели. А так, пускай что хотят, пускай делают дома у себя. Это раньше, что ты про раньше ничего не спрашиваешь? Что, тебе не нравится тачка, что ли? А тебе нет ощущения, что раньше это такой бейсик для России? Да нет, ты что, какой бейсик? 40 миллионов, 30 миллионов. 40 миллионов? Сколько новый раньше? 30 миллионов стоит. Ну, слушай, с утилизбором в России сейчас дороже, я думаю. Семейная хорошая тачка. Мне нравится. Давай тогда расскажем, в чем прикол Ranger. Почему это настолько культовый автомобиль? Он очень мягкий, комфортный, большой, вместительный. Ну и в Америке не такой дорогой, действительно. Мне кажется, в России это все равно такой показатель статуса больше. Раньше, да. Какая у тебя твоя любимая машина? Поскольку я вожу Porsche Cayenne, пусть будет Porsche Cayenne. Просто турбо или что? Или просто Cayenne? Меня турбо провоцирует. Ты хочешь погонять, да? Да. Ты знаешь, что в Америке нету камер? Да. У меня друга чуть не закрыли на 5 лет, и он не видел семью 4 месяца. Насколько он превысил? В 2 раза. Суровое наказание. На самом деле. Но мне кажется, правильное. Меня только один раз останавливали за 6 лет, 7. Тебя узнали? Меня узнали, да. В телефоне сидел, на мото вот так, так подъехал так. И типа... И потом... Он говорит, лицо знакомое, говорит, где-то тебя видел. Боец. О, точно, говорит. Когда с Макгрегором будешь драться? Я говорю, скоро. Все, давай, в телефон не сиди, езжай. Меня еще удивляет, что здесь, когда копы к тебе подходят, они все время, знаешь, наготове, схватить ствол. Потому что здесь много же убийств, много стреляют в коп. Из-за этого они большие деньги получают. Мне здесь очень опасно. Даже когда останавливают, ты же должен руки на руле держать, потому что много убийств было, и они боятся. В первый день, когда сюда прилетели, мы видели, как летает вертолет с прожектором. Ищет кого-то. И ищет кого-то, да. Они снимают прямой эфир сразу же. Да? Да. Если ты зайдешь в News, на канале показывают прямой эфир. Даже с телефона ты можешь смотреть, что они ищут, кого ищут. Тут сразу вертолет они поднимают. 2-3 вертолета сразу поднимают вверх. Потому что преступность очень большая здесь. Здесь намного больше преступности, чем в наших краях. Ну, как говорится, все как в игре GTA. Реально, как в игре GTA. Я как-то жил в таком первое время не очень благополучном районе. И просто так ночью просыпался, полиция, пожарники, скорая. Вообще без остановки. Каждый час приезжает, уезжает, приезжает, уезжает. Там пьяные въезжают машины. В общем, такой опасный район был, рядом с клубами. Ты еще как-то сказал, что в ЛА не всегда комфортно ходить без ствола. В некоторых районах, да, очень много преступников со стволами. Просто так выходят, ствол вставляют тебе на голову, раздевают тебя, все, что есть. А ты сталкивался с какими-то опасными ситуациями? Я не сталкивался. Знакомые? Знакомые очень много сталкивались. Вот так с ресторана вышли, в лоб пистолеты приставили, сказали, часы снимайте, там, по $100 000 часы сняли, отдали. Был случай, когда стреляли вообще на Эль Пастео, Беверли-Хиллз. Редко бывает, но бывает все-таки. Стреляли в знакомых? Не в знакомых, ну, там, известных каких-то, по-моему, спортсменов или там, не знаю, или рэперов, кто там был. А ты прям двигался с оружием? Когда-то двигался оружием, когда-то нет. То есть, если я знаю, что куда-то я должен поехать в какое-то непонятное место, которое я не знаю, да, но сейчас у меня, слава богу, есть очень много знакомых, друзей здесь, которые знают и подскажут, нужно ли туда ехать или нет. Какое у тебя было оружие? Пистолет? Глок? Глок. Тут причем же очень легко, да, это получается? Ну, официально можно получить, да. Вот у нас оператор рассказывал, что он в Техасе живет. Это самое странное, когда ты приходишь, покупаешь кофе, а потом идешь и покупаешь ствол в этом же магазине. Ну да. Здесь в этом плане легко с оружием. В России чуть тяжело. Ну, коллекционировать даже оружие. Прошлой осенью сбылась моя давняя мечта. Я взял себе вот такого красавца Porsche Cayenne в коричневом салоне и в офигеннейшем цвете Crayon. Это вот такой серенький, замечательный цвет. С тех пор прошло полгода, но объективно с тачками в России все стало сложнее. Об этом, например, в Писке рассказывал в выпуске Асата Борода. Люди, которые могли себе купить машину за 25 миллионов, они ее сейчас покупают за 25 500.
Люди, которые не могли купить себе машину больше 1,5-2 миллионов, теперь должны отдать за них там чуть ли не 3 плюсом. Причин много. Это и утиль-сбор, на который все жалуются, плюс перекупы, плюс огромное количество автохлама на вторичном российском рынке. Недавно мы всей командой рванули во Владивосток на съемки. В том числе там познакомились с Максом из «Автозаказа». Ребят этих хвалил наш друг, например, Саня Булкин. Я побывал у парней в офисе, посмотрел их YouTube-канал, увидел полную стоянку с сотнями автомобилей и удивился, насколько сейчас есть клевая возможность привезти за адекватные деньги хорошие автомобили из Японии, Китая или Кореи. Честно, появились мысли о покупке еще одного автомобиля для семьи в Челябинске. Ну а что, у Сарукяна их вообще 5. Курс валют безумно выгодный. Можно сэкономить большие деньги, до 1 миллиона рублей, и получить качественное авто с минимальным пробегом. Покажу некоторые примеры народных тачек, которые сейчас заказывают чаще всего. Этим летом мы планируем махнуть во Владик еще раз и снять с парнями коллабу. А вы пока ныряйте в описание, там мы оставили все ссылки на пацанов, в том числе на их ТГ-канал с актуальными ценами. Ну все, let's go! Мы сегодня много говорили о твоей коллаборации, но не обсудили, пожалуй, вот главный твой тандем с Ниной Драмой. Как вы вообще познакомились и как эта химия складывалась? Она работает на UFC, она берет перед каждым боем интервью. Познакомились там и начали ржать сразу же. Появилась такая дружеская химия. Последние 1,5 года начали снимать что-то интересное вместе. Ну, вы стали прям много делать контента. У меня и у нее одни и те же рекламные кампании. За это мы вместе снимаемся. Зарабатываем вместе деньги. Зачем ты несколько раз скармливал стереотипы про Россию? Ты говорил, приезжай в Россию, я покатаю тебя на медведе. Она говорит, что? Разве у вас катаются на медведях? Ты говоришь, да, у нас все катаются на медведях. Я много шучу. Она тоже очень не глупая, она тоже подкидывается под это в стримах и делает вид, что она реально верит в это. Но это все просто на камеру. Также она делала вид, что верила, что ты ел скорпионов на палочке, летучих мышей, собак. И в конце она говорит, а что же ты не ел? И ты отвечаешь, кенгуру, потому что я пока не добрался до Австралии. Да, вот следующая цель — Австралия. И что, ты полетишь в Австралию, есть кенгуру? Да, вот визу надо получить и поехать. Кенгуру, говорят, мясо полезно, и жиров нету. Ну, не жирное мясо, много протеина. У вас в роликах, в стримах, все построено, в том числе на флирте. Вы же это осознанно делаете. Да. И при этом я правильно понимаю, что на площадке зачастую присутствует муж? Парень. А вот этот парень ее. Как он на все это реагирует? Ну, это же кино, мы снимаем кино. Многосерийное кино, которое я выполняю свою работу, она выполняет свою работу. Да, но люди как будто в это верят. Ты же понимаешь, что вы продаете аудитории определенную эмоцию. Люди верят во все. Они живут этим, смотря кино, и плачут. Хотя это просто не настоящее это все. Я подметил 3 вкида на разных стримах. Первое. Вы идете, она говорит тебе, Арман, что ты выберешь, стейк или... И ты отвечаешь, тебя. Второе. Ты ей даешь несколько худи из своего бренда, по-моему, и говоришь, выбери. И она нюхает один и говорит, выбирай его, он пахнет твоим одеколоном. Да. Вот это пахнет тобой. А, да, это моя. Она пахнет твоим одеколоном. И третий был момент, когда вы на площадке и читаете комментарии. То ли ты, то ли она зачитывает комментарии. Нина, с кем ты проведешь сегодняшнюю ночь? С Арманом или с мужем? Не, кого ты выберешь, меня или кого ты выберешь, всего или мужа, да. И как будто, это прям жестко. То есть я не понимаю, как ее парень все это терпит. Профессионал, значит, человек. Он это принимает, они этим зарабатывают деньги. И хорошие деньги зарабатывают. Она парится, когда ей начинают писать оскорбления, что вот, ты там встречаешься с этим, ты распутная. Такие люди, я думаю, что ни о чем не парятся, потому что у них по 100 тысяч комментариев бывает под постами. И ты думаешь, она каждый комментарий читает и парится? Нет, конечно. Они лояльно относятся, делают свою работу.
Как в твоей семье реагируют на стримы? Ни положительно, ни отрицательно. Моя семья не вовлечена в мою работу. Ты сам выстроил такие границы? Да. Что я делаю в медиа, исключительно бизнес. Я просто дал понять, что в мою работу никто должен не лезть. Разницы нету, что я делаю, с кем я снимаю и что я делаю. Зачем ты пошутил у Кормье, что у тебя темнокожая супруга? У моей жены тоже карамельная кожа. Это прекрасно. Это очень хороший цвет, правда? Очень красивый. Потому что он любит свою кожу, и я хотел поддержать его. В смысле? Как это связано? Но он говорит, что самая лучшая кожа — это когда кожа карамельная. Я хотел поддержать его и сказать, что он как обрадовался, когда я сказал, что... Да, он очень радовался. Ролики, которые ты снимаешь, насколько сильно они повышают твои котировки в глазах боссов UFC? Несколько процентов. Это не решает ничего. Да? Они что хотят, то и делают. Разницы нету, кто ты, что ты снимаешь, сколько у тебя подписчиков. Они кого хотят пиарить, того и пиарят. То есть у них в ростере появляется боец, который за небольшой промежуток времени становится большой медиафигурой и звездой. Логично же, что это вызывает желание сделать на него ставку в том числе, потому что его бои будут смотреть, они будут рейтинговые. Да, но я говорю, это некоторый процент. Может быть, ты представляешь не ту страну, может, ты там не разговариваешь хорошо на английском, и просто твои бои им не нравятся. Разницы нет, как что ты ведешь, какой ты Инстаграм ведешь. А им важно, как ты дерешься, финиши, как ты разговариваешь, как публика на тебя реагирует. Очень много там тонкостей, которые они хотят видеть. Ты сегодня считаешь себя полноценной звездой UFC? Нет. Почему? Потому что меня знают не от UFC, меня знают от меня самого. UFC еще не прикладывал сил сделать мне звезду. Когда они начнут надо мной работать и меня начнут пиарить, тогда я стану звездой UFC. На какую-то звездность и медийность же не влияет, там просто чемпионский пояс, например. Чемпионский пояс меняет все. В медийном плане, отношения, ты можешь уже диктовать, когда ты хочешь драться, с кем ты хочешь драться. Для Анкалаева изменил чемпионский пояс? Изменил. Мне показалось, что все равно на него как не делали ставку организации, так и... Но представь, если бы он выиграл бы второй раз Переру, все бы изменилось, но он проиграл. Получается, тебе надо сегодня выиграть чемпионский пояс для того, чтобы стать полноценной звездой UFC? Да, абсолютно. И когда я стану чемпионом, там будет пиар другой от UFC. А какой? Они, когда занимаются твоим пиаром, ты улетаешь просто в космос. И там записывают очень много документалок, очень много видео, постоянно пиарят, постоянно постят на свой Инстаграм. У UFC есть контракты с другими брендами, они тебя приводят, дают тебе контракт от этого. Говорят, что подпишите его с Монстером, с тем, там, с букмекерами, с казино, с играми, которые рекламируют UFC. То есть в этом году, когда я стану чемпионом, тогда уже будет все по-другому. Как вообще на тебя UFC в свое время вышло? То есть казалось, что ты просто появился из ниоткуда. Понятно, что ты вышел на замену, но сразу получил такой значимый бой. Они знали обо мне, поставили меня в резерв. И в нужный момент, когда им кто-то нужен был в этой весовой категории, они позвонили мне. Тебя порекомендовали агенты, менеджеры? Да, менеджер порекомендовал мне, они заинтересовались, сказали, что, скорее всего, мы тебя подпишем. Я ярко проявил, мне поменяли контракт, дали на 4 боя, потом хороший бой в Канаде. И после этого моя дорога открылась в UFC. А когда ты почувствовал себя своим в UFC? Ничего не было этого момента. Что должно произойти, чтобы ты это почувствовал? Как организация относится к тебе, какие деньги она платит, какие бои дает. Пока что ничего сверхъестественного, как и всем таким нет. Кого вот организация явно ценит больше, чем тебя? Наверное, всех своих чемпионов. Хэллоуин ценят больше, чем тебя? Ну, в данный момент уже, может быть, нет. Гейджи? Одинаково. Нет, Гейджи ценят. Больше? Да. Холлоуэй тоже ценят больше. Хэллоуин? Как это проявляется? Им дают ярче бои? Или... Ну да, он вот подрался за титул, перепрыгнул меня. Подрался за титул, значит, его больше ценят. Его хотели видеть чемпионом. Но это же временный титул. Ну, все равно. Ты когда временный берешь, ты зарабатываешь те же деньги, а потом дерешься за настоящий. Оливейру ценят больше, чем тебя? Да. И при этом ты сильнее всех этих парней? Да. Есть такое, что о тебе сложилась репутация чемпион без пояса? Когда мне не дали бой в январе подраться, они знали, что я побью и того, и начали говорить, что да, вот Арман чемпион без пояса, потому что он бы с двумя ими разобрался бы легко. Вот этот момент, когда ты слетел с боя из-за проблем со спиной, это самый такой тяжелый момент твоей карьеры? Один из самых тяжелых.
Одна из самых тяжелых, именно в медийном плане. Хейта много было, что слетел с боя. Что происходит в этот момент внутри? А что ты можешь сделать? В себя уйти и загрузиться? Нет, ну, предписано так тебе в этой жизни. Соберись и иди дальше. А ты веришь в судьбу, что все предписано и написано? Ну, отчасти, да. Я думаю, что сверху все за нас подумали, что будет впереди. Почему это стало вот обрастать такими легендами? Что одни говорили, ты сорвал спину, вторые говорили, что ты просто не сделал вес, третьи говорили, что ты просто испугался давления чемпионского боя, четвертые говорили, что тебя попросили не выходить на бой. Ну, люди же всегда что-то будут говорить. Ты вот скажешь А, они скажут, нет, это Б. Кто-то подкупил, что он не вышел, кто-то это сказал, то сказал. Люди додумывают от себя все, что хотят. Ну и реальная причина это была спина. И при этом эта травма осталась? Эта травма есть. Я планирую сделать операцию после следующего боя. После чемпионского боя? Да. То есть если следующий бой будет с Оливьери, например, ты не будешь делать операцию? Нет, сделал. После следующего боя сделал операцию. В любом случае уже, да? Да. Надо сделать, чтобы забыть про это. Вопрос от наших друзей из Aviasales. Расскажи про свое самое крутое путешествие. Мое самое крутое путешествие было на Гавайях. Во-первых, там очень красивые горы, океан красивый, вайб такой очень интересный, дикий, чистое место. Люди какие-то приятные мне показались. Еда вкусная, резорт такой очень приятный был. Катался на велике, попробовал серф первый раз в своей жизни. Как тебе серфинг? Страшно и тяжело. А почему страшно? Я ловил волны от 100 метров от берега, и волны были просто огромные. И первое же падение было в камень. И я сразу поцарапал себе ногу. Я вообще кайфа не понял. 100 метров плывешь или как? Полчаса ждешь эту волну самую, ловишь ее. Это просто надо любить. Пока что я не дошел к этому. Потом я еще боюсь акул очень сильно. Они там плавают, да? Да. Если бы ты мог нашим зрителям посоветовать одно любое место на Земле, это были бы Гавайи? Москва. Почему? Для меня самый красивый город — Москва. Самый чистый из больших мегаполисов. Очень вкусные рестораны, красивые парки. Не хватает только, наверное, океана и гор. Если бы океан и горы были, можно было вообще не уезжать из Москвы никуда. Когда ты понял, что тебе нужно жестко прокачивать медийку, чтобы быть интересным в UFC? После боя с Хукером, когда мне не дали бой за титул. В ноябре, когда я выиграл Хукера, и после этого они мне не дали бой, я понял, что здесь что-то не то, что я не интересен. И потом я начал работать над собой, над своей медийкой. И сейчас я уже им интересен. Прогресс, потому что я и боролся, и грэпплинг, потому что они думали, что я тот парень, который возьму титул и просто уйду. Они боятся, что я стану чемпионом, и мне это не нужно больше ничего, потому что я не хочу зарабатывать, у меня там денег очень много, и я буду уже не голодный. Но они не знают, насколько я целеустремленный человек и хочу добиться максимума в этой жизни. А ты чувствовал себя токсичным, ненадежным активом для UFC? Или что они так на тебя смотрят? Да, они так на меня смотрели, потому что я очень взрывной, доставлял какие-то проблемы, им с боя сливался один раз по травме. С фанатом какие-то непонятки были. Потом там ударил головой Дэн Хукера. Это тоже им все не понравилось. Давай тогда разберем вот эти кейсы. Первый был это заварушка с Бобби Грином. Да. Ты же уже на тот момент в UFC. Ты понимаешь, как устроена эта система с трэш-током, с развлечениями. Но при этом ты как будто на полной серьезке решил его искать и бить. Не, я не хотел его бить. Он сам же меня толкнул первый. Я его не хотел бить. Он когда толкнул, я его тоже за шею взял и толкнул за шею. Но потом-то ты хотел разобраться. Но потом, вы приехали в гостиницу. Когда он там начал прыгать на моих пацанов, когда их было там двое, они толпой напали. Я когда спустился, уже их не было. 2 — это удар фаната. Его не ударял, я даже не успел дотронуться до него. Но просто замахнулся на него. Но все это подают как удар, что ты напал на фаната. Ты напал, заплатил за это. Я заплатил 30 с чем-то тысяч долларов за это. Насколько это справедливо платить? По сути, фанат
Что, показывал тебе средний палец? А фанат был вообще не против. Он говорил, что я типа ничего против не имею. Случилось. Да, я тоже не прав, что палец. Но все же атлетическая комиссия хотела на мне заработать деньги. Они заработали. И хотя бы копейку дали бы фанату, ничего не дали, только себе в карман засунули. Как ты думаешь, сегодняшний Арман Царукян мог бы так отреагировать? Мог бы еще хуже отреагировать. Еще хуже? Да. От настроения зависит. Если я иду на бой, там заряженный, конечно, когда видишь этот палец, хочется его сломать сразу же. Чем глобально эти истории отличаются, например, от истории, когда Конор Макгрегор нападал на автобус с Хабибом? Там же это все выглядело со стороны намного опаснее и токсичнее и агрессивнее. Особенно, когда били стекла, это могло порезать бойцов, бойцы могли получить травмы, ивент может сорваться. Но он же заплатил же, по-моему, $500 тысяч за это. У него суды были за это. Да, но как будто организация не стала смотреть на него как на токсичного. Но он же деньги приносит. Он же суперзвезда. Он им нужен. Зависит, кто это делает. То есть одним можно, вторым нельзя. Конечно. Да, в жизни везде же так. Ты думаешь, есть справедливость в этой жизни? Думаю, нет. Я тоже вот так думаю. Нет справедливости в этой жизни. Я вот был в субботу MVP-шоу Джейк Пола. Ну и тоже у меня там заварушка случилась. И все, полиция, охрана меня выводят. Я говорю, подождите, говорю, нет, шансов нету, мы должны вас вывести. Ну я один звонок сделал, мне сказал, куда его выводить, на место его посадите, не трогайте его. Ты позвонил Джейку Полу? Да, я позвонил Джейку Полу. Если бы у меня не было его номера, меня бы сразу выгнали бы, правильно? Правильно. Ну вот такие жизни везде, в любой работе, в любой структуре. Везде все так же. А когда ты понял, что мир несправедлив? Лет, наверное, 18-20. Допустим, человек, который ничего не сделал и пожизненно сидит. Или там человек, который не убил человека и его просто посадили. Или там он приписали ему, что он сделал что-то. Он просто сидит 20 лет, и какая справедливость может быть? Так только в России или так во всем мире? Во всем мире. Разницы нету. Во всем мире. Одно и то же. На подкасте у Кормье ты обращался в камеру. Дана Уайт и Хантер Кэмпбелл, простите меня, дайте мне бой за титул, я буду хорошим парнем, говорил ты. Но ведь хороший парень не делает шоу. То есть наверняка организация не хочет, чтобы у нее были хорошие парни. Она хочет, чтобы были шоумены, которые продают бои. На камеру они одно говорят, но на самом деле, мне кажется, им это все и нравится, это все драма. А никто не объясняет вот эту грань, что можно, а что нельзя? Вообще никто ничего не объясняет, как нужно, пока ты не сделаешь какую-то ошибку. Но им не нравится, когда драки, ты разговаривать можешь, но трогать соперника там до боя нежелательно. Потому что это вредит имиджу их, как организации, что они не могут обеспечить безопасность. И плюс, может быть, травмировать можно соперника. Даже вот Хамзат и Стрикланд, они поместили их вообще в разных гостиницах, чтобы никакого не было пересечения команд. И так получилось. Я случайно зашел на букинг и забронировал себе отель, и я оказался рядом в одном отеле со Стрикландом. Это создавало напряг? Мне нет. А ему? Да он от мороза, что ему, как он напряг создавал. Он без задней, он ничего не боится. Чего ему бояться? Тем более в своей стране он находится. Это нам надо аккуратно быть, чтобы нас не выгнали отсюда. Hello, guys. I need the most expensive sunglasses and most expensive watch. Let me see. What do you got? What about rainbow? Rainbow's nice, but this is more exclusive in my opinion. It's 261. 400? 480,000. 480 тысяч долларов. Как они тебе? Схватку надо сделать срочно в эти выходные. Чтобы забрать их? Да. Какие самые дорогие часы у тебя? Улис Нардин. Потому что в цене они недорогие, но они мне очень дорого стоят для меня. Почему? Потому что мои первые часы заработаны своими деньгами, и мои первые дорогие часы. На то время они стоили 600 тысяч рублей. Это по 10 тысяч долларов. Ну, то есть ты выиграл первый бой, Да, взял гонорар и купил их? да. Но еще мне добавил отец что. This is like the real rainbow, right? Wow. А какие самые дорогие часы именно по цене? Ричард Миллер 6702. Как ты вообще выбираешь часы? Здесь ни один не возьму я. У них нет того, что я хотел бы взять. Вот эти мне нравятся, но чуть дорого они просят, по-моему. Ну, вот эти стоят тех денег. 170 тысяч. 170 тысяч долларов. Да, они могут подорожать в свое время. То есть для тебя это все инвестиция?
Ты купил, допустим, на 5000, и тебе когда надо продать, ты сразу на этот же день продал за те же суммы или, может, дороже. Если ты с магазина вытащил, то магазин часы стоят 90 тысяч. На рынке стоит 170-150. Ты с магазина купил, ты уже заработал 80 тысяч долларов. А за счет чего? Почему? Потому что в магазине не продают всем. Только тем, у кого есть имя большое, и либо очень много денег потратил уже. Своего рода клуб. Да. Но если ты продашь эти часы, потом ты не сможешь получить еще одни крутые. Подмочишь репутацию? Да. Ты уже будешь барыгой. Ты когда-нибудь считал, сколько у тебя всего часов? Нет. Нет, я знаю приблизительно. Но я часто дарю друзьям. Вот эти все есть у меня. Вот эти есть. Вот эти есть. Вот эти есть. У тебя несколько десятков часов? Да. Which one is one? Most expensive, right Yeah. here. Give it to. Room to Lilith. Mikasa Ebony Wood, super rare, $6,000. $6,000? That's right. Easy. Карта дай, брат. Made in Los Angeles. Really? But it's big for me a little bit. Что, стоит 6 тысяч долларов? Не? Вот это мне не нравится чуть. Ну, а право красивое. You know what I do always? I do selfie and ask my followers. They'll vote on it? Yeah. Nice. That's a good way to do Yes or not? They say yes, I come and buy. Let's do it. Okay. I might see you Alright. tomorrow, might not. Okay, perfect, man. Good to see you, brother. See you. Take care. Слышишь, мы сюда постоянно заходим, Пабло, и ничего не покупаем. Ни разу ничего не взяли? Не, я брал пару часов здесь. Ты подсчитывал, сколько стоит один твой лагерь в LA? Или один твой месяц жизни со всеми расходами? Минимум, я думаю, 50 тысяч долларов. Самый минимум. Я почему-то думал, что это дороже. Не, я не считаю там подарки, выезды куда-то в Вегас или какие-то там перелеты. У меня один перелет может стоить 30 тысяч, 40 тысяч долларов. На бой полетел частным самолетом, 40 тысяч долларов потратил. Но ты везешь 1000 человек команду. А почему тебе важно летать частными самолетами? Просто это выгоднее и удобнее. Ты просто приходишь, как в машину сел и полетел. Но когда ты летишь в Дубай 16 часов, ты не можешь частным самолетом. Я, точнее, пока что не могу частным самолетом полететь. Во-первых, это не особо безопасно. Во-вторых, лучше полететь в первом классе, не знаю, Emirates. Там 200, наверное, 300 тысяч долларов будет один перелет. А также я могу и экономом полететь, мне вообще без проблем. Летели в Филадельфию, я экономом летел. Правда, выкинули меня, но все равно. Хотел же полететь. Но просто когда ты летаешь частными самолетами, все смотрят на тебя и такие: вот, Арман Царукян, самый богатый боец UFC. Я не пытаюсь фейковать это все. Как есть на самом деле, так я делал. Частным самолетом не лечу, чтобы сделать фотографию. Ты летишь в Вегас частным самолетом за 10 тысяч долларов, а в самолете помещается 8 человек. Ты потратишь там около 1000 долларов, плюс-минус, да, чуть больше. Бизнес-класс так и стоит. Выгодно же, нет? Выгодно. А вообще бывает 13 мест за 10 тысяч долларов. Тоже очень выгодно. Выгоднее, чем обычным даже рейсом полететь. А ты думаешь, тебя можно назвать самым богатым бойцом UFC? Нет, однозначно нет. Кто, думаешь, самый богатый? Конор Макгрегор. У него только виски, он, по-моему, продал на 600 миллионов долларов компанию. Может быть, в конечном итоге я буду самым богатым бойцом UFC, когда я закончу карьеру. В данный момент вообще нет. Но все равно я тебе скажу, что бойцы UFC, допустим, Перейра 2-3 раза больше меня зарабатывает из UFC, из рекламных. Джон Джонс, Ислам. Ислам, думаешь, богаче? Да, он тоже большие деньги зарабатывает с боев. Я про то, что у тебя еще есть сторонние бизнесы, и у тебя есть в целом богатая семья. Семья — это семья, а я — это я. Твой, в кавычках, друг Илья Топурин Да. в последнем интервью снова по тебе прошелся. Читаю цитату. У него мышление ребенка, он инфантильный мальчишка, который играет в богатого мальчика. Но ни он, ни его отец не являются богатыми людьми. Я знаю огромное количество богатых людей, и он не похож ни на одного из них. Он играет роль и покупает здесь дорогие машины, чтобы отправить их в Россию для перепродажи. Что можешь ответить? Я себя не считаю, и свою семью, и себя я не считаю богатыми людьми. Богатый здоровьем, да, богатый деньгами, нет. Как? На тебя смотришь, ты летаешь на private jet. Да. У тебя Rolls, у тебя есть Ferrari. Да. У тебя вообще целый автопарк.
У меня нету компании, которая стоит $1 миллиард. У меня нету своего собственного самолета, который стоит $30 миллионов. У меня нет своей яхты, которая стоит $150 миллионов. У меня есть деньги, да, но нету больших денег, которые я вижу. У меня есть друзья, которые миллиардеры. Вот у них есть деньги, официальные миллиардеры. У них есть деньги, у меня пока что нет денег. Я живу свою лучшую жизнь, у меня есть все. Я хочу летать, я летаю, я хочу и тренироваться, я не тренируюсь. Хочу отдыхать, отдыхаю. Мне никто ничего не запрещает. А какой самый вообще нелепый вот слух ты слышал о себе? Что у него отец долларовый миллиардер? Мне кажется, твоему отцу этот слух понравился. Ну, Не особо. смешно. Ну, это же неправда. Богатые люди любят жить в тишине. Зачем ему лишние проблемы в этой жизни? А ты думаешь, деньги большие приносят проблемы? Представь, у тебя большая компания, на тебя работают сотни тысяч человек. Из этих сотни тысяч человек там кто-то упал в яму и умер. Все, у тебя уже есть проблемы. А когда ты сам на себя работаешь, маленький бизнес, я думаю, меньше проблем. Глядя на своих друзей, миллиардеров, ты хотел бы жить, как они? Смотря какие, которые родились в семье миллиардеров, я бы хотел, как они жить. А люди, которые сами добились и имеют миллиардную компанию, я хотел бы, как они жить. Все опасно. Ты уже не можешь спокойно жить так. Ну, если, наверное, ты не в IT. В IT чуть полегче. От какой суммы для тебя начинается богатство? Я думаю, что богатый человек — это от $1 миллиарда. Ты бы хотел $1 миллиард? Да. Ну, я бы хотел бы докоснуться до $1 миллиарда, потом уйти вниз. Я думаю, что когда у тебя есть $1 миллиард, ты можешь позволить себе все купить. Ну, купишь тебе самолет, купишь яхту. И, возможно, очень быстро не будешь испытывать от этого эмоций. Ну да, я же тебе сказал, что просто хочется галочку поставить, что ты купил и продал, и все. Да, но о чем потом мечтать? Потом уже будешь мечтать о что-то другом. Стать, наверное, президентом, не знаю, или там. Ух, это опасный разговор. Да. Что люди, миллиардеры, что после того, когда они заработают все деньги, они хотят власть. Дональд Трамп тоже миллиардер. Ну, захотел власть, стал президентом. Жень, слушай, давай снимем интеграцию, как обычно. Начнем с общего плана. Я поменяю объектив на широкий, сделаю, знаешь, такой супер-супер объемный, масштабный кадр. Потом, наверное, будет телеобъектив. Я хочу снять, знаешь, эмоцию, если получится захватить. Ну, попробуем. Дальше надо как-то насколько это эмоции все, захватить. Тима, нудно и скучно-то, а? Женек, у меня в телефоне все то же самое, все 3 объектива. Начнем с ширика, чтобы показать масштабность этого события. Добавим немножечко реализма. Один, давай. Отрабатывай гонорар. Ты в финале Лиги Чемпионов, ты кукурелья. Ставим 5, чтобы показать испарины пота на твоем лбу. Ты чувствуешь горечь поражения и радость побед. Только радость побед. Ого. И не надо никаких объективов с собой таскать. Ты это прям в телефоне собрал? Да, потому что Xiaomi 17T Pro ты можешь показать жизнь как сцену, где самые важные моменты происходят вне центра внимания. Но даже эту эмоцию можно вот так смонтировать и сохранить в фотопленке навсегда. А это у тебя что такое? А это я большой футбол снимал. Ну ладно, парни, счастливо. Подробности по ссылке в описании. Переходите, кстати. Пока-пока. Увидимся. Тебе понравилось? Хорошая первая поездка на твоем велике. Was good, right? Yeah. No, easy. I thought today is gonna be easy. Так и было. It was easy. Да, это на расслабоне. На Ironman было бы еще 3 часа. 3 more hours. 3 more hours? How many miles more? 50. 50 more miles? Да. Oh, it's like, yeah, 2.5, 3 hours, yeah. За моей спиной флаги, моя музыка флагман. Помню, что пришел от Бога, значит я помню о главном. Небо залпом, братья за нами правда. Расскажи, что это за зал? Это гараж. У тренера уже 40 лет этот гараж. Вот тренируют всех чемпионов, много бойцов UFC.
устраивать соревнования между ними. Кто быстрее сделает баг, кто быстрее пробежится. И вот своя конкуренция в зале создается. А это какой-то лютый олдскульщик, который как будто получает удовольствие. Вот наблюдал, чем хуже тебе становится, тем счастливее у него улыбка на лице. Да, ему нравится, когда кто-то страдает. Но при этом же он понимает и контролирует. Ты говоришь тебя. обо мне неприятные вещи на русском? Yeah. I'm saying you push too much. То есть ты говоришь, что тренер Кэл слишком красив? Расскажи, как его зовут? Его зовут Сэм Коловида. Мы называем его Коуч Кал, сокращенно от его фамилии. Тренировки здесь проходят очень жестко. Сегодня даже была легкая тренировка. Иногда бывает здесь, Паша видел, иногда бывает, что здесь не можешь своими ногами уйти. Сколько ему лет? Ему 65. Coach, how old are you? 65? 26. 66, по-моему, 65. 26? Окей, коуч. Ты выставляешь меня с плохой стороны? А как ты вышел на этот зал? То есть это выглядит все максимально несовременно. Вот тут армянин раньше тренировался, Георгий Караханян. Я смотрел, как они тренируются, и я сам любил такие тяжелые тренировки. Я хотел всегда к нему попасть. Но когда приехал сюда, в Ньюпорт, услышал, что он здесь рядом, и меня с ним познакомил, Ти-Джей. Ти-Джей Белошоп? Да, начал работать с ним. Сколько ты ему платишь? В среднем это $10 000 за кемп. За пару месяцев? Да. А это вообще не опасно с точки зрения травм? И вот он сегодня нагрузил нас, завтра он начинает нас восстанавливать. Завтра он будет восстанавливать у себя же в центре. И он контролирует нагрузки. Он все время тебя подкалывает. То есть бежит Пико, у него лучше время, чем у тебя. И он говорит тебе, ну кто тут чемпион? Не, он знает, что я здесь лучший. И он пытается... Кто-то, если чуть-чуть лучше сделал, он мне не сказал, что это надо на время делать. Он сказал, 5 минут тебе даю. Я пришел, он говорит, нет, это же надо было сделать на скорость. И Пико пришел, сделай быстрее. Но остальные, допустим, на байке, здесь если всех прибавить, никто не может мой результат сделать, кроме него самого. Когда ты последний раз блевал после тренировки? Не было. Один раз было лет по 17 или 17, когда я на соревнованиях выступал, очень много по голове пропустил и съел что-то не то. Я не довожу себя до того, что буду блевать. А другие такие случаются, думаешь, в Да, зале? бывает, блевать. Я что думал, Халил будет блевать после этого. Но ему уже тяжеловато, по ощущениям. Еще и тяжеловес, представляешь? Да. Coach, he's heavyweight. Let him do like a little bit easier. Кто? Халил. Почему? He's heavyweight. Это нормально. Возвращаясь к Топури, ты искренне веришь, что ваш бой в итоге состоится? Верю. Рано или поздно он точно состоится, потому что это громкий бой будет. После Хамзата боя поговорил с UFC, они хотят этот бой организовать. Насколько Топурия крутой боец, если объективно судить? Вот в чем его главные скиллы? Очень хорошо набрал бокс, хорошо чувствует дистанцию боксерскую. Защита от проходов есть, выжидает, он не торопится. Рассудительный боец. Это самый опасный для тебя соперник в дивизионе? В данный момент, да. До этого был Ислам, но он перешел в другую весовую. Когда Топурия тебя цепляет, когда он тебе говорит, успокойся, участвуй в турнирах по борьбе, занимайся стримами, тебя это не задевает? Зачем он это делает? Мне вообще не задевает. Он Всё, увеличивает что он говорит, цену вашего боя? все, что говорит, он не задевает. Просто он хочет донести людям, что типа он на другом уровне, я на другом. Ты так не считаешь? Нет. Я считаю, что в нашем бою я его точно выиграю. А почему ты так уверен? Я и на стойке не уступлю, и в борьбе точно не уступлю. Что я его смогу перевести и держать там, и рассекать, и потом и на стойке его финишировать. Рассечь его пару раз хорошо. Локтями рассечь внизу, и потом, когда он уже станет, он уже будет не тот ударник, которым он сейчас является. Сколько раундов потенциально может продлиться ваш бой? Да, я думаю, он может продлиться раунд 3. До 5-го не дойдет дело? Нет, я думаю, 4-м все закончится. Когда у него закончится сила, он сдастся. Но никто же не проверял его бензобак, по сути. Не было такого. 3 только. Были у него 3-раундовые бои поначалу. В последнее время он поднабрал уверенность в руках и начал ронять людей. А тебя его руки не пугают? Меня вообще никто не пугает. Было у тебя ощущение, что из него пытались сделать нового Конора? Да, хотели. Точнее, не они хотели, а он сам хотел быть Конором. Конором быть тяжело. Это нужно родиться Конором. Нужно делать свою книгу, писать, а не под чужую. Объясни, что делает Конора Конором. Харизматичный, у него английский язык с акцентом. При этом же он хорошо дрался. В то время ММА было не так развито.
и он один звездой был. Сейчас ММА очень развито, очень много звезд, очень много чемпионов. На всех делится. Раньше был один он, потом Хабиб пришел, и они как две звезды стали основные. Для тебя он в первую очередь великий спортсмен или великий шоумен? И то, и другое. Часто же говорят, что его спортивные достижения смазаны. У него были поражения, и не единожды. Ну, он был чемпионом в двух весовых категориях. В 66 и в 70. И разницы нет, кого он побил. Он побил Альда, который не проигрывал там 10 лет или 14 лет. Как именно он изменил индустрию? Своими повадками, своей речью. Что говорил там, я тебя убью, там, нокаутирую через 10 секунд. И выходил, нокаутировал. Что ты думаешь о его возвращении? Хорошо для UFC, что он возвращается. Большая звезда. И я думаю, что ему дали удобный бой. Он может показать себя хорошо против ударника. Тем более он уже его выигрывал. Но он выигрывал, когда был молодой и голодный. Ну, сейчас Холлоуэй не молодой и не голодный тоже. Они оба плюс-минус. Чуть-чуть Холлоуэй на ходу лучше, чем Конор. Но может этот бой даже не состоится. Думаешь, он снимется? Да, может с утра проснуться, сказать, не хочу, все. Ему дают букмекеры на победу только 22%. Какие шансы даешь ты, если отбросить это бой? В бою может каждый выиграть и проиграть. Я думаю, что где-то 60/40. 60 Холлоуэй, 40 Конор. Макгрегор, про которого говорят, там, самый яркий боец, вот он там менял индустрию, перевернул игру, заработал миллионы, 2 чемпионских пояса, легенда, но при этом у него есть поражение. Есть Хабиб, у которого есть нолик, может быть, не было таких ярких перформансов, но, тем не менее, его никто не побеждал. Если их обоих вместе собрать их защиты, они оба не приблизились даже, что сделал Джонс один. Джон Джонс номер 1 по всем показателям. Только из-за того, что сколько он держал чемпионский пояс? Да. И в 2 весах. В тяжах тоже он забрал пояс. Думаешь, у него еще осталось здоровье? Я думаю, еще пару боев он сделает. Скажите, как все началось? Что было первым, что вы купили для своего зала? Вон ту стойку. Когда мне было 15 лет, я работал в зале. Я занимался с этой экипировкой, и когда они продали зал, я ее выкупил. И храню до сих пор. Всегда все несу в гараж. Мне не нравится ходить в зал, потому что когда я занимаюсь в гараже, я могу быть рядом с женой и детьми. У нас с ней 9 детей и 4 старше. Всего 13 детей. И если я буду ходить в зал, они этого не увидят. Это только для меня. Поэтому я сделал зал в гараже. И он для всех. Для них, для моей жены и для моих бойцов. Так что это очень особенное место. Хочется спросить, раз уж Арман здесь. Мы хорошо знаем его сильные стороны. Но какие у него слабые места в вашем понимании? У Армана? Да. У него нет слабых мест. Он лучший атлет, какого я только видел, с генетической точки зрения. Я часто его дразню. Но когда он пришел ко мне, я делал тесты. Я проверял кровь, волосы. Я делал анализ крови по сухим пятнам, цифровой анализ. Прогнал все тесты, которые только могут быть у спортсменов. Метаболические тесты, тест ВО2, оценку метаболической эффективности. Я тренирую спортсменов уже 35 лет. Генетически у него лучший потенциал. Но что делает его особенным? Есть много спортсменов с хорошей генетикой, но очень мало с желанием и упорством работать на пределе. Тот факт, что он пришел и выбрал гараж, уже говорит о многом. Он мог тренироваться где угодно в мире. У него есть для этого ресурсы. Но он пришел в самое сложное, грязное и пропитанное потом место, чтобы бросать себе вызов рядом с другими чемпионами мира и расти. Я не думаю, что у Армана есть слабости. Я думаю, он превосходит других атлетов, потому что в нем есть глубокое стремление понять, что скрыто внутри него самого. Странный вопрос, но кто победит, как по-вашему, если, например, состоится бой между Арманом и Топурией? Я без сомнения поставлю на Армана. А если он столкнется с Махачевым? Поставлю на Армана. Чимаев против Армана. Сложно ответить, потому что у них большая разница в весе, разница в размерах.
Но Хамзату я должен отдать должное. Он может тренироваться где угодно в мире, а он едет сюда из России тренироваться здесь, где за каждым поворотом у тебя скручивает живот, и ты начинаешь нервничать, потому что знаешь, здесь тебе придется встретиться и со своей худшей, и со своей лучшей версией. Хамзат — чемпион. Последнее сравнение. Нгану или Арман? Если бой продлится больше 10 секунд, Арман. Но я знаю Нгану, я работал с ним раньше. Он очень хороший человек, он очень сильный человек, понимаете? Конечно, огромная разница в размерах. Но если бой затянется, то победит Арман. Ты говорил, что пытаешься научиться думать как американец. Нужно понимать эту культуру и делать то, что они любят. В чем разница мышления? Мы больше любим показывать, чем говорить, доказывать. А они больше делают шоу, они раскрепощенные, не боятся говорить, не боятся камеры. Мы более скромные, боимся там лишний раз сказать, чтобы кто-то что-то подумал. Или там очень много говорить про соперника, что я там бью, размажу его, потом выйти, обосраться. Боимся всего этого. Ответственности. Как ты смог это все переломить? Нужно было время просто, и ты понимаешь, что без этого никак ты не будешь расти, ты не будешь интересен людям. Нужно понять эту игру и принять. Вот, допустим, Хамзат и Шон Стрикланд, там они говорят, вот эта пресс-конференция была, просто друг друга посылали. Так люди же смотрели, и они продали бой очень хорошо. Да. Я читал много комментариев, когда люди недоумевали. Как так? Стрикленд столько про тебя наговорил плохого, но вот Хамзат выходит и жмет ему руку и надевает на него пояс. Ну, они вышли как мужчины, подрались, выявили, кто лучший из них. Как мужчина пожал руку, вышел, все, разговор закончен. Скорее всего, не было никакой войны между ними. Не, ну Стрикланд делал шоу. Когда Стрикланда поймали и говорят, что ты там против чеченцев имеешь? Он говорит, я вообще против ничего не имею, я люблю там, уважаю всех. Я просто делаю свою работу, чтобы получить титульный бой. У них не было там между собой какой-то вражды, чтобы Хамзат встал и поехал к нему. А Хамзат это понимал на старте? Да, он понимал, конечно. При этом ты же тоже пересекался со Стрикландом на стрельбище. У меня тоже как бы нормально. Те же самые отношения. Как бы, у вас не было напряга? Нет, не было. Если бы мне Хамзат, конечно, сказал, что держись от него подальше, тогда, конечно, я бы не смог бы с ним просто так разговаривать. Поговорим о вашей дружбе с Чимаевым. На чем вы сошлись? Не знаю, наверное, один вайб. Оба любим тренироваться, занимаемся одним делом. Один юмор? Ну, юмор, да, юморные оба. Ты еще говорил, что с ним сложно дружить, потому что часто меняется настроение. Вы в этом тоже похожи? Не сложно с ним дружить. Просто у него меняется настроение часто. И у меня тоже, оказывается. Я вот могу быть очень злым, могу быть очень добрым, могу быть очень разговорчивым, могу быть закрытым. Непонятно, откуда приходит, что приходит. Каждую секунду может поменяться настроение. Думаешь, дружба с ним повлияла на твою популярность? Да. В твоих 5 миллионах подписчиков в Инстаграме есть его заслуга? Конечно. После того, как мы начали совместно тренироваться, активность намного сильно поднялась. При этом вот сейчас образовывался еще один дуэт — Перейра и Топурия. Я думаю, ты видел вот этот момент на пресс-конференции. Что они руки друг другу пожали? Пожали руки, когда он кидал бутылку в Хокета. Интересный момент, что говорили про ваш бой с Топурией и говорят про потенциальный бой Чимаева и Перейры. Как ты думаешь, если вот вы вместе окажетесь на необитаемом острове, и они окажутся на необитаемом острове, и чтобы выжить, одни должны победить других, кто выиграет? Один Хамзат и двоих выиграет. Один Хамзат выиграет, и ты даже не будешь участвовать? Не, я даже со стороны буду смотреть. В уличной драке точно. Сначала этого шкета, потом на Перейру перейдет. А ты просто будешь делать рилс? Я буду снимать на камеру, да. Я видел, как ты отреагировал на поражение, Хамзат. То есть ты прям берешься за голову, садишься и как будто не веришь своим глазам и ушам, что произошло прямо сейчас. Тебя настолько шокировало это? Или ты просто расстроился очень сильно за друга? Я думал, что он выиграл почему-то. И расстроился очень сильно, когда подняли руку Стрикланда. А по раундам в твоей голове все-таки он забрал, да, победу? Да, я думал, что 3-2 он забрал. Тебя сильно разозлило, когда люди в комментариях стали писать, что он проиграл, потому что ты был его секундантом? Я не читал. Но такие были комментарии. Вообще секундант сильно влияет? Секундант не сильно влияет. Есть, конечно, думаю, 5%, максимум 10% может повлиять.
Боец там один, столько народу орут там, чтобы его услышать свой угол. И прям вот между раундами, да, влияет. А так почти ничего не изменишь, ты же за него не будешь драться. Ты можешь вспомнить историю, которая бы характеризовала его как друга? Что бы я ни попросил, всегда он готов прилететь, помочь, выручить в любых ситуациях. Ну, одна из таких, когда я готовился на бой, он прилетел ко мне в неделю боя, помогал с весогонкой, секундировал. Как бы дорогого стоит для меня. Как он позитивно влияет на твою подготовку? Почему без него она бы была другой? Не подготовка, просто в неделю боя, во время боя дает хорошую мотивацию, что просто рядом даже. Есть ощущение, что ты сейчас больше настроен на американскую публику, на ее завоевание, чем на российскую аудиторию. Это так или нет? Я сейчас нахожусь в Америке, снимаю здесь больше американская, потом я когда бываю в России, я там снимаю больше российская аудитория. У меня 50 на 50. Плюс-минус Россия, Америка уже выровнялась. Раньше была Россия очень сильно впереди, сейчас Америка подтягивается. Уже ровно. До последние месяца Америка перевалила по просмотрам. Меня смотрит 650 тысяч миллионов за 30 дней. И из них где-то 16-17 Россия, 20 Америка. Вот уже вот так переваливает. Для бойца UFC американская аудитория важнее? Да. Объясни, почему. Потому что UFC находится в Америке. Они смотрят, как их публика реагирует на тебя. Все смотрят. И я не скажу, что здесь популярнее UFC, чем в России. В России очень популярно сейчас UFC. Благодаря Хабибу. Хабиб Конор бой, он изменил все. Почему ты как-то сказал, что мог бы победить праймового Хабиба? Это бой, может, я случайно бы ему попал и смог бы нокаутировать. Ты же никогда не знаешь. Ну, мы тут говорим не про лаки панч, а все-таки про какую-то... На лаки панч я был бы. А, да? Да, нацелен. То есть, получается, праймового Хабиба мог остановить только лаки панч? Да. Либо он бы там прошел, неправильно бы упал, сломал себе руку и не смог бы продолжить бой. Все же возможно в этой жизни. Он тоже вот вышел на бой, 10 секунд, упал себе на руку, сломал руку и не смог продолжить. И тот человек стал чемпионом. Как будто счастливый случай. Ты же не знаешь, что произойдет. Ты должен быть уверен в своей победе. Разницы нету, кто перед тобой стоит. Да, но все-таки есть разница, когда ты надеешься именно на какие-то свои сильные стороны и понимаешь с тактической точки зрения, как ты можешь превзойти соперника. И когда ты надеешься на чудо. Ну, я думаю, что если бы я бы не смог давать бороться, а на стойке я намного поинтереснее, чем он. Пока не подерешься, не поймешь. Я у себя в голове думаю, что я смог бы выиграть. Но а там как было бы в бою, только Бог знает. Давай разберем твою фотографию с аллигатором, когда ты его держал вот так. По-моему, там подпись была. Поймал его на удочку, вытащил из воды, задушил и положил на печи. А также цитата. «Я часто убиваю других животных, но их жалко, поэтому я не выставляю фотографии. А вот аллигаторов убивать можно. Они едят людей». Как это восприняла публика? Потому что, много же зоозащитников. Наверное, в Америке вообще отношение к убийствам животных, оно такое более нежное, чем в России. 50 на 50. Люди, которые не любят это, отреагировали не очень. Люди, которые относятся нормально, отреагировали нормально. Также и в боях. Кому-то нравится бой, кому-то не нравится. Я не буду там слушать. Я вот что чувствую в пределах разумного, я выставляю, и мне без разницы, что скажут люди. А как вообще убить аллигатора в США? Ты за это должен заплатить большие деньги. Сколько? Зависит от метража. Сколько метров, столько и $1000. То есть каждый метр аллигатора оценивается в $1000. То есть если аллигатор какой-то огромный... 7 метров, 6 метров, ты платишь $6000. В чем прикол охоты на аллигатора? Первое — это кожа, которую ты будешь использовать. Второе — это голова, которую ты тоже будешь использовать. А что ты с головой сделаешь? Манекен сделаешь, из нее поставишь вся где-нибудь в офисе, кто любит такое. Я, допустим, охотник, я к этому отношусь нормально, положительно. Я за это заплатил деньги, не просто убил и выкинул его. Второй раз я бы уже не делал, потому что у меня уже был этот экспириенс, и для чего мне делать второй раз, смысла нет. Ботинки из аллигатора удобные? Я не делал ботинки. Я сделал сумку, карт-холдеры и другу, и мне. Мы вдвоем были. И все, на этом закончил. Он был маленький. Там не все используется. А в чем азарт? Хочешь добыть мясо, свежее мясо, дикое мясо, привезти домой. Лося мясо, козла мясо, горного. Это самое лучшее мясо, чистое, нежирное. Что может быть лучше? То есть это какая-то такая первобытная история, потому что мы же живем в век, когда ты, по сути, пошел в любой магазин, купил мясо. Да. Ну, ты когда сам добыл мясо, это как будто ты пошел заработал это.
Ну, если все в совокупности взять, я прям не прям охотник, там, в раз в год бываю на охоте, наверное, раз 10 был в своей жизни. У меня времени нет на это. Но потом, в дальнейшем, я хочу. И если мой YouTube открыть, там все про охоту, про, не знаю, рыбалку, про такое горное место все, про леса. 3 качества, которыми должен обладать настоящий мужчина. Отвечать за свои слова. Ты должен быть трудолюбивым и ценить своих родных, близких. Что настоящий мужчина ни в коем случае не должен делать? Лицемерие не должен мужчина. Если драка неизбежна, нужно ли бить первым? Не всегда. А в каких случаях не нужно? Тогда же ударят тебя. Так можно убежать. Это правильно? Да, в некоторых ситуациях правильно. Я слышал такое, что в Америке, если ты ударил первым, то тебя точно засудят. Поэтому все люди друг на друга орут. Да, они не бьют никогда. Но не бьют, блядь. Плюются. Да. Тебе не кажется это странным? У них такие законы. Нужно принять и простить. Да в России уже почти так же самое. Никто никого не бьет уже. Все боятся, что напишут на тебя заявление. Должен ли мужчина быть всегда главным в отношениях? Да, мужчина должен быть главным в отношениях. В моем понимании. Есть семьи, которые живут 50 на 50, равноправие, и они намного счастливее, чем я, может быть, даже. А главное это вот, что ты в это вкладываешь? Последнее слово за мужчиной. Если мужчина хочет, то это дом, в котором они должны жить там, а не слушать, что скажет девушка или жена. То есть последнее слово за мужчиной. Ну и, соответственно, мужчина должен обеспечивать семью. Да. Главным образом сам, без складчины. Не, ну если они оба работают, почему? Это тоже хорошо. Тогда они оба принимают решение. Когда ты один работаешь, и допустим, твоя жена, домохозяйка твоя жена, тогда, конечно, у тебя намного больше козырей в руках. А когда оба работают и оба покупают этот дом, тогда начинается уже ругань. У тебя часто в стримах проскакивают такие патриархальные штуки. То есть вы, например, с Ниной оплачиваете счет, она хочет карточку, ты такой: бери, женщина, платит мужчина, платишь сам. Ну, у нас же так принято. Мужчина платит без разницы, какие отношения, это дружеские отношения или еще что-то. Я привык так. Цитата из твоего интервью Мэшу. «Самая неправдивая информация обо мне в интернете, что я могу на кого-то написать заявление», сказал ты. То ли в шутку, то ли в реальности. А почему это не ок? Не, это ок. Это нормально, но это же цитата от того, что кто-то сказал, что я пойду писать заявление. По-моему, Шара Булит говорил, что я первый, кто пойду писать заявление. Скорее всего, оттуда они взяли это. Тебя это задело? Не задело. Просто он же меня не знает. Когда спросили, я сказал, что я не тот человек, который после какой-то драки пойдет писать заявление. Ну, я думаю, что в целом в твоем окружении это не было принято никогда. Ну, из моих по работе кто-то судился. Тоже считается как заявление. Если тебя кинули, компания кинула тебя, ты идешь и судишься. Шара Булит, как ты думаешь, какой карьерный трек ждет его в UFC? Твое предсказание. Он никогда не будет чемпионом. Просто будет закатывать хорошие бои, делать шоу. Ставить его в основном будет в Абу-Даби, в Азербайджане, в тех краях, Казахстане. Довольно эпатажный, зрелищный боец. То есть он не будет там в топ-5, в топ-3? Нет. Может, топ-10 будет, удержится. Без борьбы очень тяжело удержаться и стать чемпионом. В UFC есть аналоги такого шоумена, который не претендует на чемпионство, но при этом важен с точки зрения шоу? Кто это? Льюис? Дерек Льюис. Да. Чендлер? Чендлер, да, вот пример хороший. Он делает шоу, закатывает хорошие бои, но при этом знает, что он никогда не будет чемпионом. Для UFC это хороший человек, который продает бои. Допустим, поставить его в мейн-карт, первые там бои в мейн-карте. Люди разогреются, смотря его бой. Всегда зрелищно, всегда там. Он даже проигрывает, но зрелищно проигрывает. Что вообще в спортивной сумке бойца? Здесь вот щитки. Это называется футы, да? Перчатки. Перчатки называются перчатки. Вот такие перчатки. 2 пары футболок, тапочки, тейпы. Вот вода есть, трусы, носки. А всегда, да, тренировочных вот эти футы надеваются? Ну да. Защита? Чтобы Представь, не травмироваться?
Вот смотри, ногу поставь. Не хочу, чтобы ты меня бил. Я не из тех рыльцов. Чтобы ты почувствовал. Почувствовал? Да я чувствую, у тебя ноги здоровые, ты что? Нездоровый, вот здесь кость, видишь? Кость у тебя набитая. А когда одеваешь, моя кость не набита. не чувствуется. Я думаю, у тебя удар, если ты даже меня вот в этом тапке ударишь, в футе, я думаю, что я умру. Ну, по голове, да. По ноге тоже. Нога не будет ходить у меня. Нога не. Мужчина извиняется или нет? Извиняется. Когда ты извинялся в последний раз? Пару дней назад, когда неправильно высказался перед курдами и цыганами. Курдистан? Yeah. They don't have even like a land. How could it not have land if it has a name? Yeah, but they live in Turkey or somewhere like a gypsy. Давай обсудим скандал с курдами, который был у тебя совсем недавно. Я так понимаю, что все это произошло на стриме с Ниной, когда ты говорил про страну Курдистан и сказал, что у них нет своей земли, и сравнил их с цыганами. Нас зовут Курдистан. Я говорю, знаешь, где это? Она говорит, нет, да, знаю. Типа, ну, я говорю, как знаешь, у них нет земли? Она говорит, ну, как это возможно? Ну, я говорю, ну, вот смотри, ты же знаешь же цыгане? Она говорит, да, но я же говорю, они же тоже живут в разных местах, у них нет. Она говорит, все, поняла. И курды напали на меня, потому что, типа, что я их сравниваю с цыганами. Такая вот ситуация. Ну, ты понимаешь, почему это вызвало такую негативную реакцию у них? Ну, они плохо к цыганям относятся, наверное. И то, что у них нет земли, вот это тоже им не понравилось. Ну, никому не понравится, когда ты говоришь, что нет у них земли своей. У них есть своя автономия. Потом я изучил, посмотрел, узнал, что у них есть своя автономия, есть земля, на которой они живут. Просто официальной земли нету. И на втором стриме я извинился, если кого-то что-то задел, что я неправильно высказался. И сказал, что я и цыгане люблю, и курдов люблю, всех, все нации люблю, ко всем одинаково отношусь, никого не хотел задеть. Как будто я сейчас про тебя буду говорить и скажу, что у тебя нет своего дома. Ты тоже, как у меня нет дома, у меня есть свой дом. Из-за этого нужно быть в каждом разговоре, нужно более аккуратным быть. Аккуратным быть, особенно в таких ситуациях с религией, с людьми, с нациями. То есть какие-то выводы для себя ты из этой истории сделал? Конечно, сделал и извинился перед всеми, кто был зол на меня. Вот эта стычка с Намо Фазиловым на турнире MVP. От 1 до 10, вот насколько вы были близки к реальной драке? Когда это все случилось, мы в одном зале тренируемся. Позвонил мне Дэн Лебер, сказал, ничего не делай, ничего не говори, не разжигай костер. Я сказал, все хорошо, и с ним я тоже поговорю. Нужно понимать, кто тебе просит. Авторитетный человек, в котором зале я тренируюсь. Ну все хорошо. Потом во время боя захожу в раздевалку. Этот Намо стоит, лапы бьет. Ну, он видит, что я здесь. Выходит на бой и спрашивает, Арман, ты где? Говорит, мне надо с тобой поговорить. Ну как где? Я вот 5 минут назад в раздевалке был. Ты что, что за цирк ты устраиваешь? До этого еще мой друг с ним общается, дружит, потому что в одном зале тренируются. Я позвонил, сказал, слушай, ты этому объясни, что не надо устраивать ничего, пускай удалит свои эти. Я видео запишу с ним, что неправильно выразился, и по рукам дадим, чтобы не устраивать это все. Зачем двух наций лоб в лоб? Мы же все адекватные люди. И он говорит, все, без проблем. Ну и после этого всего выходит еще в ринге, говорит, ты где, Арман, типа, ты где находишься, мне с тобой надо поговорить. Нет, до понимания. Вот такая вот история была. Ты в моменте рассвирепел, когда он сказал, где ты? Да, я просто, ну, что за лицемерие? Я вот здесь в раздевалке у тебя был, что-то есть, у тебя что-то есть, ко мне скажи мне на лицо. Потом, когда я его увидел глаз на глаз, я говорю, ты что, говорю, на камеру здесь? Я что, начинает не в понятках, типа. Получается, он делал это ради хайпа, а не ради реального негатива? Хайп. Все хотят хайп. Как UFC отреагировали на ситуацию в Тампе, когда у тебя была схватка с Джорджо Пулосом, и где ты после победы его несколько раз ударил? Я не разговаривал насчет этого, и они мне тоже ничего не говорили, что сделал я правильно или неправильно. Менеджер мне сказал, что вряд ли это им понравится. А зачем он так себя вел, вызывающе? Ну, он этого и хотел, он этого и добивался с первой секунды. Вывести тебя из себя? Ну, чтобы драка началась, чтобы хайп был, чтобы потом реванш сделать. Он делал это с первой же секунды, просто судья идет, не останавливал. Жалеешь, что ты не сдержался? Так я выиграл, потом сделал, а не во время боя. Он хотел, чтобы во время боя было, чтобы схватку сорвать, и он не проиграл.
Ты его бьешь, начинается массовая потасовка. Выбегают люди, все толкаются, что-то кто-то прыгает ногами, куда-то улетает. Ну, какой-то хаос. Наверняка же дальше идет полиция, приезжает и разбираются в инциденте. Вот Да. с тобой офицеры говорили? Не, я уехал сразу. Я собрался и уехал, чтобы никто меня не поймал. Не, если бы Пулус пошел бы в полицию и написал, тогда были бы проблемы, но он не написал. Мужчина. А после боя с Пулосом вы говорили? На пресс-конференции только для второго боя. На вторую схватку, когда мы были, тогда разговаривали. В целом между вами зарыт этот топор? Да, зарыт. Я его недавно увидел, нормально у нас отношения. Может, даже я его позову помочь мне с борьбой сейчас подготовиться. Он хороший борец? Да, очень, очень хороший. Насколько вообще важно для бойца попадать в скандалы, чтобы быть интересным? Если ты скучный боец в боях, то тебе важно попадать в скандалы. Потому что если ты не там, то тебя быстро выкинуть с этой игры. Но если ты хороший боец, нокаут, и показываешь, что можно и разговаривать, и даже английский не знать. Как ты отреагировал, когда скандал произошел у твоего знакомого Шефхала после истории с Суба? Посмеялся. Почему Я сначала ты- думал, что это постанова. Типа шутят. Потом пересмотрел, понимаю, что там реально шлепки идут. Реальные. И стало как-то не очень приятно. И ты думаешь, боец может делать такое или нет? Я не думал, что Шохал просто так это сделал на камеру. Я думал, что было за что это сделано. Ну, зато хайпанули оба. А почему вот у него не получилась карьера в UFC? Не всем быть бойцами UFC в этой жизни. Просто быть талантом и хорошим шоуменом это не хватает. Нужно еще иметь трудоспособность выиграть бои. Которые бои он должен был выиграть, он проиграл. Из-за этого он не смог попасть в UFC. А почему он проиграл, как ты думаешь? Потому что относился халатно к этому делу. Лагерь не прошел хорошо, восстановился очень плохо, вес очень плохо сохранил. У него была возможность подписаться в UFC, если бы он выиграл бой в LFA, а он проиграл 2 боя. И UFC не возьмет с поражениями. Вот у меня здесь маленький зал, вот у меня здесь байк, trial байк, на нем мы катаемся по выходным. Это выглядит как такой тоже очень заряженный байк. Заряжен, это стоит там 3 миллиона рублей. Такой Реально? байк. Да. Ну, 2,5 точно стоит. Как машина. Велосипед может стоить как машина? Да. Но он очень легкий, прям по ощущениям. 30 тысяч долларов. Тут маленькая дорожка. Просто если переел дома, спустился. Гантели. Опа! С каким ты весом обычно работаешь? Это как? Вот это 25. Ну, это 25 паундов. Это сколько килограмм? 25 паундов это приблизительно, наверное, 16. А ты можешь показать какие-нибудь 3 упражнения, вот на мне продемонстрировать, чтобы такую физуху, как у тебя, заработать? А я Ну, попробую. надо тебе остаться на лет 10 в этом гараже. 10 лет у нас нет, давай 10 минут? минута лучше. 10 минут я не выдержу. Ну, вот такое можно упражнение сделать. Вот взял и на бицепс, и на плечи. Поднял сюда. Попробуй. А какой вес? 10 килограмм. А, 10? Так. И поднял. Все. Так. Вот так 5 минут без остановки надо сделать. 5 минут? Ну да. А я вот чуть руки позакачиваю. Я уже... Давай, 30. 30 повторений, а я уже сделал 25? Давай еще чуть. Честно говоря, я уже устал. Ложись, сейчас сразу ложишься и грудь пошел. Без остановки. Хорош. По технике все нормально? Да, четко. Ты качаешься, да, походу? Ну, бывает. А сколько раз надо сделать на грудь? Тоже 5 минут ты делаешь? Да, все по 5 минут без остановки. Раунд 5 минут в ММА. Пацаны, я устал. Может, кто-то пострахует? Замень. Так, а будет третье упражнение какое-то? Да. Плечи сделай, руки сделай, грудь сделай, сейчас выпады. Так, ну, слушай, ботиночки сегодня как тебе? Нормально, нормально. Лучше, чем вчера? Да. Раз и обратно пошел. Обратно, обратно. Да. На каждую ногу. И сколько ты делаешь? По 5 минут на каждую ногу. 5 минут на ногу? Теперь понятно, почему ты кардиоманьяк. Да. Слушай, а сколько вот надо так работать, чтобы держаться 5 раундов? Вот почему некоторые бойцы после 2-го раунда уже все, выдыхаются? Перетренировываются, может. Я устал. Чуть задохнулся. На бицепс вот возьми, хотя бы. Сколько раз? Ну, только не говори, что 30, пожалуйста. На 5 минут сделай. 5 минут? Какие 5 минут? Ты что? Давай, 30 раз. Не, давай 15 хотя бы.
Слушай, ну вес не мой. Вес маленький? Чувак, не он бы это даже не поднял. Ты же не он. Вес большой. Он как будто для профессионалов. Давай, пошел. Раз. Пошел. Давай. Давай еще 8. 9. 10. Все, 10 раз, как ты хотел. А телек у тебя тут просто так? Или ты смотришь во время тренировочки? Клипы какие-нибудь, может? Подкасты? Я когда в сауне сижу здесь, телек смотришь. Так ничего же не слышно. Ты за стеклом. Я ж тебя слышу. Значит, стекло не без шумоизоляции. Смотрю вот это «Орел, решка» или... Нет, вписка, как там. Ни один еще не смотрел. 3 варианта для старта. Каспийский груз, Геопика или Баста. Кого выберешь? Баста. Баста, Литвин. Литвин. Литвин, Молстрой. Литвин. Литвин, Зубарев. Литвин. Литвин, Арман Сарукян. Арман Сарукян. Че, на велике поедешь? На велике? Да, попробуй. Ты посмотри обувочку. Она не для велика. Нормально, чего-то. Как раз она широкая. Пошел. Ну, давай. Смотри, упадешь $30 000 на карту. $30 000 на карту? У нас Swift заблокирован. Я приду, заберу тебя, не переживай. Слушай, ну это какой-то не самый удобный велик. Я привык. Так это самый дорогой, давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, а почему так устроено все? Как думаешь, упадет или нет? Я думаю, сейчас на повороте гряхнет. А нет, вот, видишь, ногу поставил. Почти упал. План не сработал. Кто для тебя пример настоящего мужчины? Пример с детства, и на кого я всегда смотрел, и даже сейчас у нас это Буайс Арсайтиев. Его идеология мне больше всего нравится. А твой отец, его можно назвать ролевой моделью для тебя? Но он не в мире спорта. Да, я понимаю. Из-за этого я всегда смотрел человека, который с мира спорта, чтобы он там говорил, настраивал, как, что нельзя бояться проиграть, там, нужно выходить и получать удовольствие. Конечно, отец тоже многое сделал для меня и пример, но спорта и моей карьеры это Буайс Арсайтиев. Мне кажется, что самое главное давал тебе отец — это свобода. Свобода выбора. Да. Такое самое начало было? Всегда так было с детства. Слова «нет» не было ни разу в моей жизни. Это всегда. Я хотел машину, он мне покупал. Хотел велик, он мне покупал. Хотел мопед, он мне покупал. Хотел заниматься хоккеем, занимался хоккеем. Хотел заниматься борьбой, занимался борьбой. Перешел в ММА, также получил одобрение. У тебя же довольно рано появился первый автомобиль — Subaru. Да. Сколько лет тебе было? Не, первый автомобиль у меня появился в 15. Это был мамин автомобиль. Мотор не работал. Я поехал, купил новый мотор, поменял. Начал ездить по деревне. Потом после него у меня появилась Делика, Mitsubishi, микроавтобус. После Делики X5 старый. Потом X5 я поменял на Subaru. Ты уже просто начал перепродавать эти машины? Просто начал менять, да. Продал, поменял или потом обмен сделал, доплатил. И после Subaru уже у меня появилась более-менее машина. Это тоже я, по-моему, ее поменял на Infiniti QX50. И вот это самая была хорошая машина. Какая из этих машин доставила тебе вот самые потрясающие эмоции? Когда я купил GL63 в 2018 году или 2019. Почему ты такие эмоции испытал? У меня никогда не было такой машины. И она была 63, она ехала очень быстро, она видная была. Это моя первая дорогая машина была. И я просто кайфовал, каждый день ездил. И я думал, что если эта машина у меня будет, я буду еще более мотивирован на тренировке. Ты, например, приезжал на тренировку. Ты выходил так же, как из другой тачки? Нет, выходил намного счастливее. Как король? Да. А пацаны как реагировали? Пацаны все, наверное, завидовали. 19-летний парень ездит на такой машине, которая стоит на то время 6 миллионов рублей. Это и сейчас большие деньги, но для 2018 года это очень большие деньги. Да. А у меня до нее был GLE старый, GL Да. старый, 550, и от брата мне достался. Его я поменял, доплатил и забрал. Как девчонки реагировали на такую машину? Легче было подъезжать и знакомиться через окно. Ты так делал? Эй! Да. Да, делал так? Конечно. А как обычно это выглядело? Ты опускал окно, что говорил? Ну, сначала я смотрел в окно. Примерялся? Понравится или нет. Потом уже начинал там: привет, хорошая машина и так далее. Машина давала мне хорошую уверенность. Потом, когда уже машины пошли, уже мне разницы не было.
Мне вот почему-то кажется, что сейчас, когда даже ты покупаешь там Rolls, например, он уже не доставляет тебе такой радости. Вообще ничего не доставляет уже. Я хотел себе очень сильно Урус, когда он только вышел. И я почему-то знал, что я его куплю. И все мне отговаривали, не покупай его, зачем ты покупаешь? Я сказал, нет, это просто... Гештальт. Гештальт, да. А сейчас у меня вообще неинтересно машины. Хочется такой же гештальт закрыть самолетом, просто купить его, обкатать. Частным? Частным, да. Обкатать также, потом его продать и все, и закрыть эту тему тоже. Также, наверное, с яхтой. Но яхта яхте рознь. Ну, хотя метров 30-40 яхту купить для начала. Хотя вот, если сравнить яхту и самолет, я хочу себе самолет. Он дает тебе большую мобильность? Да. Я каждые выходные куда-то лечу. В эти выходные я лечу в Вегас, в следующие выходные я лечу в Даллас, через выходные я там лечу еще куда-то, я лечу с Тони Фергюсоном бороться, потом я лечу в Европу, в Армению, в Россию, потом обратно сюда. То есть каждые выходные я куда-то лечу. Касаемо борьбы с Тони Фергюсоном. Некоторые говорят, ну, какой поинт бороть сбитого летчика, старика. Ну, он сбитый летчик, но мне кого дают, с тем я борюсь. Мне нужен кто-то, чтобы с кем-то бороться, потому что с олимпийскими борцами я не смогу бороться. Средних бойцов нету имя, смысл мне. У Тони Фергюсона есть имя. Вот, допустим, 30 числа я борюсь с борцом, но его никто не знает. Магзи. Слышал ты? Ну вот. А вот Тони Фергюсона слышал. Хотя бы люди будут говорить об этом. А вот 30 мая буду бороться с борцом. Да, но борец для тебя, мне кажется, спортивный вызов и интерес. А Тони Фергюсон легкий скальп. Легкие деньги. Почему бы нет? Ты сделаешь что-то, кто-то что-то скажет, а они забудут, а деньги у тебя в кармане останутся. Правда, что у вас большая семья? Сколько у вас всего детей? У нас с моей женой Моникой 9 биологических детей и еще 4 старших, которых мы воспитали как опекуны. А вы не думали завести еще детей? Расскажу историю. Мы с женой очень рано познакомились, в 18-19 лет. И рано начали заводить детей. 1, 2, 3, 4. И на 4-м врач спросил, сколько вы еще планируете? А мы ответили, все в руках Бога. И дальше у нас было 5, 6, 7, 8. На 8-м ребенке она снова забеременела 9-м. И тогда он сказал, похоже, Бог теперь оставляет это в ваших руках. Но Божий план всегда лучше. После 9-го ребенка механизм сломался. Мы больше не можем заводить детей. Эта глава, к сожалению, закрылась. Моя жена Моника — ангел. Бог благословил меня ей. И мы вместе уже 43 года. Есть ощущение, что сейчас и в России, и в США многие молодые семьи просто не думают о детях. Как вы к этому относитесь и что бы вы могли посоветовать таким семьям? В чем плюсы большой семьи? Я снова вернусь к Писанию. Думаю, вы уже поняли, что я верующий человек. Я этого не скрываю. Библия ясно говорит, плодитесь и размножайтесь. Если так сказано, значит, Бог даст вам все необходимое. Многие люди боятся заводить детей, потому что переживают за свои финансы. Но я обещаю, если вы доверитесь Ему, Он даст вам все необходимое. Бывает, это происходит не в той форме, в какой мы думаем, но Он точно о нас заботится. Я думаю, мы, возможно, единственная семья в округе с таким количеством детей. Но мы никогда ни в чем не нуждались. Всегда есть еда, одежда. И еще я заметил, что время летит слишком быстро. Моему младшему сейчас уже 18 лет. Я оглядываюсь назад и думаю, куда ушло время? Сейчас моя роль как отца изменилась. Раньше я был для них всем миром. Теперь я скорее советник и помощник, если они этого хотят. Но главное вот что. Мы не забираем с собой то, что накопили, когда умираем. Мы оставляем после себя то, что создали. Наших детей и то, как они влияют на мир. Я надеюсь, что именно это будет наследием, которое мы с женой оставим. Наши дети, которые делают мир лучше. Мы сегодня много говорили про твоего отца. Как ты думаешь, ты сам крутой отец? Ну, надо у детей спросить, я не знаю. Я не так много времени провожу с детьми. Хотя мой отец тоже не проводил со мной время много, и для меня он крутой отец. Он в 8 уходил, в 9 приходил, ужинал, спал, и я обратно так же.
Ты как-то рассказывал, что выбирал подарок дочери и купил Ван Клифф, достаточно недешевую ювелирку. А зачем? Почему такие дорогие подарки? Ты же балуешь так. Ну, этот подарок же, он останется навсегда. И это будет как инвестиция. Потом, если она захочет, продаст, может, она будет в 2 раза, 3 раза дороже. Для тебя это может большие деньги, для меня может это небольшие деньги. Для меня, для моего кармана это допустимая сумма, что я могу подарить своему ребенку. И ты еще сформулировал такую мысль. Я много работаю, в том числе для того, чтобы у всей моей семьи был Ван Клифф. Ван Клифф слабо сказано. А что, как должен? Патек Филипп как минимум. В этом нет такого, что из-за того, что ты не можешь много уделять времени, ты как бы откупаешься, чтобы компенсировать подарком дорогим и крутым с отсутствия своего внимания. Да не, я особо даже подарки детям не дарил. Вот на 5 лет подарил. А на дни рождения другие? Ну, они ничего хотят, там игрушки какие-то покупаем. Но это же не бьет по карману. А на Новый год? Этим я не занимаюсь. Занимаются этим специально обученные люди. Какие подарки хотят дети. Главное, что оно идет это от папы, это там, от мамы, это от дяди. Ты же рассказывал, что когда вы только переехали из Грузии в Хабаровск, у вас поначалу не было денег и даже негде было жить. Были случаи, когда вам приходилось ночевать в машине. Да. Как это выглядело? Это было лето. Мы строили дом. При доме был железный гараж. Его просто привезли, поставили, и дом строился. Пока дом строился, мы вот жили в этом гараже в машине в течение, наверное, 2 месяцев. Потом уже, когда первый этаж закрылся, мы уже переехали домой. Это же, наверное, жутко неудобно ночевать в машине. Ну, я был маленький. Мне, наверное, лет 5 было. В машине мы долго не жили. Рядом с этим домом мы жили у соседей. Вот это дагестанская семья, Да, в дагестанской семье мы жили. Да, которая помогла нам. Я думаю, вы потом очень сдружились. Да, мы сдружились. Моя мама очень сейчас хорошо с ними общается. Вот. А дети, с которыми мы тренировались, боролись, сейчас они на СВО. Они были военные, у них отец был военный тоже. Они все были, вся семья была военной. У тебя есть вот какое-то особенное, теплое воспоминание из детства вот, с отцом связанное? Когда первый раз он меня забрал в Грузию, потом, когда он меня забрал в Таиланд с собой, когда мне было, наверное, лет 13-14. Ну и каждое лето День строителя. Что это такое? Праздник строителей. И я ждал этот праздник, потому что я знал, что мы поедем на речку и купаться, отдыхать, кушать арбуз. Вот в детстве больше всего это запомнилось. Ты любил речку? Да, любил купаться в речке. Что может быть лучше, когда все собираются и отмечают? А почему тебе так запомнилась Грузия и Таиланд? Что там такого было? Была моя первая поездка куда-либо. Мама не пускала меня поехать с отцом. И отец просто взял свидетельство о рождении, закинул вещи и украл меня. Поездка в Таиланд тоже была очень интересная. Первый раз в жизни, когда я выехал за границу. Чем запомнилось? Что мы из зимы прилетели в лето, как это возможно. Почему здесь у нас снега по горло, а у них здесь пальмы и кокосы. 12 лет, 11 лет. Чуть в то время тяжело было понять. Ты вообще хоть раз в жизни напивался? Было, знаешь, по молодости, когда мне там, наверное, 16-15 было, мы там пили какие-то коктейли вот эти. Шоты? Нет, знаешь, вот в магазинах продавали там по 7-10 по 10 градусов, типа Ягуар, да, или что. Ну, Яга. И то один раз в своей жизни. И как тебя потом чувствовал? Не очень. Ни на вкус не понравилось, ни состояние. То есть тебя прям развезло немного? Да, развезло, захотелось спать, но никакого там веселья не было. Домой пошел после этого? Пока в себя не пришел, домой не пошел. Это именно в Хабаровске было? Да, да. А как тебя вообще уговорили? Ты же такой спортсмен. Ну, в компании и то и был. Один раз выпил и понял, что это не мое. И... С компанией твоей больше не общался? Ну, общался, но потом перестал. А у тебя вообще был момент, когда ты мог попасть под плохое влияние? Да. Что это было за время? Вот этот переломный момент, когда я начал спортом заниматься профессиональным. И мне хотелось очень... И гулять хотелось, ходить там по клубам. Вместо того, что пойти с кем-то отдыхать там в каком-то заведении, я выбирал идти спать. Вот мне иногда бывало, когда я не шел домой спать, да, было весело, хорошо, но когда утром просыпался, понимаешь, что ты на 2 шага назад ушел. Да, я там не пил, но все равно.
Ты целый день там, всю ночь ходишь, бродишь, там разные могут быть приключения на твою голову по ночи. Какие были приключения? Драки были разные, там пьяные люди хотели там, допустим, человек напился, с кем-то зарамсил, и ты за него пришел, и за него будешь качать, потому что он твой знакомый друг. Ты хоть раз в такой заварухе участвовал? Участвовал, много заварух участвовал, но потом, когда мне там 18-20 уже было, уже я перестал, потому что я понял, где нужно мне углубиться и где надо остаться. Можешь вспомнить такую самую эпичную драку? Как это было? Мне тогда только 18, наверное, было. И мы поехали в Таиланд всей компанией там. И брат мой был старший, и младший. Ну, мы двумя компаниями поехали. Так получилось, что мы в клубе были моя компания и моего друга друзья. Моего брата друг начал там что-то качать с этой тайкой. И она начала панику наводить, что там ее цепочку украли специально. Ну и все охранники на нас напали, начали нас бить. Ну я тогда уже драться умел и уже мог за себя нормально постоять. С братом там рядом бились. Тапочки, мапочки, все, короче, потерял. Телефоны, ну мой телефон остался там, друга телефон остался там. Чьи-то там цепочки повырывали. Одному человеку челюсть сломали в 2 местах. Из вашей компании? Да, одного вообще у себя оставили, там били, короче, китайцы. Взяли в плен? Да, в плен, он там звонил, короче. Ну, когда все, уже начали мы из клуба убегать, потому что мы не вывозили, потому что их очень много было. Один друг так бежит, и эти тук-туки есть на машине, и он забегает на тук-тук, а я за тук-туком бегу, и он понимает, что я не успеваю на тук-тук, и он берет с тук-тука, спрыгивает, и, короче, вот так об асфальт просто крутится. Просто. Взяли 16-летнего брата своего, ну и там родители его говорят, все нормально же будет. Да, конечно, под нашим присмотром. И под нашим присмотром попал в драку тоже. Но не побили хоть его? Не, его не побили, его отпустили, потому что поняли, что он маленький. А это никаких не имело последствий? Потому что ты же в Таиланде правило такое, если ты тронул тайца... Да, ты не прав. Да, если таец тебя тронул, то ты тоже не прав. Да, конечно. Ты не можешь быть прав в Таиланде. Это не имело для вас каких-то проблем? Да не, мы убежали домой, и все. Это они нас пытались побить. Друг-то остался один. Но потом его отпустили. Ну, нечего было. Они были неправы, нечего было. Надо было аккуратно, грамотно выяснять отношения. То есть мы были ни при чем. Мы заступились за компанию брата. Я всегда был послушным ребенком, никогда не был в каких-то неприятных ситуациях, чтобы родителям приходилось краснеть за меня. Никогда не вызывали в школу, никогда никаких проблем не было со школой, с университетом. Вот старший брат — это вторая противоположность. Поменял 5 школ, или когда учился, постоянно в каких-то непонятных компаниях, постоянно где-то по ночам зависал. Какая у вас разница в возрасте? Почти 3 года. Братья обычно дерутся все детство. У вас были потасовки? Да, всегда. До, наверное, 14 лет мы дрались, потом перестали. Уже удары были тяжелые. Кто побеждал обычно? Он намного больше был, я сильнее. А у брата в целом тоже хорошо жизнь сложилась? Жизнь хорошо сложилась, но все равно вот тут, наверное, 18 лет такой трудный ребенок был. Попадал в полицию? В полицию не попадал, но на машине останавливали. Лишали прав? Не лишали, он без прав тогда был. Но это же наверняка отцу приходилось ездить и решать его проблемы. Дядя ездил вместо отца. Дядя? Потому что побоялся отцу сказать? Потому что отец бы его послал бы сразу на 3 буквы. Осталась ли у тебя какая-то хоть одна тачка мечты? Может быть, супер ретро автомобиль, который сложно найти и сложно купить? Не, ретро нет, а так хочу Бугатти купить. А в чем кайф Бугатти? Просто купить ее, покататься и продать. Ну, то есть это какой-то визуальный эффект она создает для тебя или нет? Для контента, я думаю, было бы прикольно. Только для контента, Да, да? прикольно было бы. На ней можно зарабатывать. В аренду просто никто не дает Бугатти, из-за этого тяжело. Так бы можно было бы ее в аренду брать. А ты думаешь, ты смог бы чисто на контенте, снимая Бугатти, отбить ее? 5 миллионов долларов? В этом году нет, но на следующий год да. А как вот на контенте прям 5 миллионов сделать? Рекламные компании, которые тебе будут платить. Допустим, ты что-то снимаешь, внутри вставил футболку, отдел компании, которую ты будешь рекламировать, или на капоте наклеил там что-то, ты там дрифтуешь, просто на кепке отдел бренд, который ты хочешь рекламировать. Планирую, что в следующем году должен заработать много денег. То есть план идеальный такой. В этом году
где-то, наверное, осенью или зимой ты становишься чемпионом, забираешь пояс. В 2027 уже автоматически все спонсорские контракты и рекламные у тебя иксуются X2, X3. X2 как минимум, да. И тогда можно будет купить Bugatti. Ну, может быть, тогда уже я не захочу себе в Bugatti. Просто за 5 миллионов можно самолет себе купить. И от самолета можно зарабатывать деньги. Сдавая его в аренду? Да, особенно здесь, в Америке. Он будет покрывать все твои расходы, весь кредит, который ты за него будешь платить. И плюс, может быть, что-то даже будет оставаться. Возвращаясь к твоему отцу, когда ты в последний раз деньги брал у него? Ну, скорее всего, это было, когда я вот купил GLS 60, GL63. То есть давным-давно? Да, тогда это было. Он уже давно никак не влияет, не финансирует твою карьеру? Нет. С 19 года я уже зарабатывал деньги. И порой давал ему? Сейчас даю много ему. Отдаю обратно. Потихонечку. Давал ли он тебе когда-нибудь бизнес-наставление? Нет. Я не обращался за советом, но и бизнес-жилка у меня с детства есть. Как заработать деньги. Когда мне было 18-19, я уже начинал покупать квартиры, которые я говорил отцу, вот здесь надо купить квартиру. Он отправлял деньги, мы покупали, эта квартира иксанула в 10 раз. То есть у меня чуйка была с детства, где что нужно покупать. А на чем ты основывался? Вот почему ты выбирал недвигу именно в этом месте? Потому что у меня есть чуйка на местоположение. Я рассматривал, смотрел, понимал, что вот сюда пойдет город, в эту сторону, вот здесь нужно купить землю. Покупал за гроши земли и потом иксовалось по 15 раз. Хорошая инвестиция земля. Получается, твой отец занимался и занимается недвижимостью? Не, он занимается строительным бизнесом. Строит дома? Да. Помимо этого строит для себя тоже дома. Покупает землю, строит дома. Ты правда хочешь купить дом или квартиру в Штатах? Задумывался, но потом, когда я узнал, сколько я налог должен платить за этот дом, как-то передумал. Около 7-8% в год налог. То есть, если ты берешь дом, например, за сколько? За 10 миллионов. За 10 миллионов долларов. Ты платишь 80 тысяч, 70 тысяч долларов. 70-80 тысяч долларов в год? Вообще, да, бессмысленно. То есть это даже как инвестиция странно рассматривать. Ну, она и растет, типа, столько же дом. Плюс-минус, то и выходит. Черт его знает, как у них здесь все работает. Из-за этого лучше сосредоточиться на России. Часть твоего дохода сейчас составляет рекламный контракт. В общем, много ли у тебя рекламы? Компании 5. Доход от боев и от компании плюс-минус одно и то же. Больше приносят тебе денег российские бренды или американские бренды уже? Пока что российские. Примерно можешь обозначить вот сумму годовую, которую ты поднимаешь со всех своих реклам? Я не посчитал. Но это десятки миллионов рублей. Да. Насколько ты стал при выборе реклам аккуратнее после истории 22 года, когда была скандальная история с криптокурсами? Мы должны были запустить курс, начали разогревать, и я понял, что это не мое, и я просто остановил это. И ни один человек не купил курс, но люди, которые там я разогревал, они начали на Инстаграм писать, что верни нам деньги, потому что мы оплатили. Да, никто никакую оплату не производил. А вот люди, которые писали, что вот верните деньги, я писал тебе, ты меня заблокировал, твой менеджер мне не отвечает. Не, это все бред. Это бред? Да, там 7-8 человек было, просто хотели навариться на это. Почему ты тормознул эту историю? Потому что человек должен заниматься тем, что он знает. То, что он не знает, лучше не делать. Эту историю принесли тебе какие-то сторонние бизнесмены, да? Это принесли. Я был молод, они хотели воспользоваться моей аудиторией на тот момент. И когда я начал все это делать, я понимал, что это не мое. Ты просто не ориентируешься в этом вопросе, в крипте? Ориентировался, я верю в крипту, я инвестирую что-то в крипту. Просто решил для себя, что не время для запуска. Почему, как думаешь, у большинства вот этих криптокурсов такая мутная достаточно репутация? Они сначала крипту создают, продают, поднимают маржу, потом один день просто скидывают, всех кидают и уезжают жить в Дубае, либо куда-то за границу, где их нельзя достать. Помню, что был кейс такой у Хамзаты, когда в 2024 году от его имени запускали крипту, и потом и сам он, и его менеджер комментировали, что они столкнулись с мошенниками. Да, многие. Я думаю, и Хабиб тоже, по-моему, что ли, тоже был с крипты. Что бы ты точно не стал рекламировать? Вот как крипта, что люди могут обжечься на это, инвестировать и потом потерять деньги. У тебя был стрим
к тебе подбегает фанатка и такая говорит: мой парень ставит на тебя в боях, давай сфоткаемся для моего парня, покажу ему. И потом дальше вы идете, и тебе кто-то респектует, и тебе кричит: Арман, я на тебя постоянно ставлю. И я думаю, нифига себе. Это всю жизнь ставили, просто раньше не было так развито. Сейчас онлайн-казино, спортивные ставки на каждом шагу, миллион компаний. И от этого ты никуда не денешься. Своих родных, близких, братьев, младших я буду контролировать. Что остальные делают, я не могу контролировать за другими. Люди просто стали такими азартными, или они хотят подзаработать? Как ты сам думаешь? В казино никто еще в жизни не заработал. На знаешь, ставках тоже. Конечный итог у всех один. Минуса большие. Но есть же профессиональные там покеристы какие-то. Есть, но их тоже, я думаю, будут запрещать. Как ты знаешь, что этот человек приходит, выиграет миллион, и ты его второй раз запустишь к себе? Даже Дана Уайт. Дана Уайт тоже не во всех казино может играть. Он играет в Caesar Palace, ну, в таких, в общем. В топовых казино, по-моему, он не играет. А в Аре играет в топовое казино. Но в некоторых казино он в стоп стоит. Потому что слишком хороший игрок? Да, выигрывает. Ты чувствуешь, что у него есть аура? Вот да, у него есть своя аура. Жилка есть у него. Жилка, разговор, эпатажность, как ведет бизнес, видит наперед все. Умеет разговаривать, умеет шоу делать, знает, на что акцент давать. UFC как машина сейчас работает. Но все бойцы постоянно говорят: ты платишь нам очень мало. Это несправедливо. Мы тратим свое здоровье, мы приносим огромные деньги компании. Увеличьте гонорары. Он на это говорит, что я вам даю платформу, где вы можете сделать свое имя, и потом на рекламных кампаниях зарабатывать большие деньги. Я вот заметил, что ты любишь спорить. У тебя есть вот эта тема? Да. Азартный человек. Вот в подтягиваниях я бы посоревновался. Сколько раз подтягиваешься? 20 потянусь. Четко. А ты? Тоже, наверное. Забьемся сегодня? Я только если на деньги. На сколько? 5 миллионов. 5? Почему у тебя такие крупные ставки? Почему ты не ходишь с людьми, на какие-то мелочи зарубаться? Зачем мне, если мне неинтересно? За копейки будешь работать интервьюером? За 10 тысяч рублей в месяц будешь работать? Нет. Ну, это подожди, это работа, это азарт. Это тоже спорт, моя работа. Это же спорт. Я выхожу, когда на бой. Я ж выхожу туда, дерусь, соревнования, я получаю за это деньги. Так же с тобой, я иду на соревнования. Зачем я буду... Так это шуточное соревнование. У меня нет шуточных соревнований. С Райаном Гарсией ты спорил. Угу. Райан Гарсия не отдал в итоге деньги? Нет. Как думаешь, правильно поступил или неправильно? Думаю, что неправильно. Потому что если человек пожал руку и сказал, что отдаст, должен отдать, нет? Он говорит, что его обманули. Ты идешь в казино, ставишь на красное, и ты знаешь, что казино все обманывает. Ты же ставишь? Но ты же не казино. Я не казино. Вот. Ну, это то же самое спор. Цитата дословная практически. Он говорит: меня обманули, потому что передо мной был профессиональный спортсмен. Мне не сказали, что он профессионал. Что ему надо сказать? Это профессиональный боец, и он выдержит твой удар? Зачем мне спорить тогда? Нужно было сказать: но имей в виду, он занимается спортом. А смысл тогда этого спора, если он выдержит удар, и я не заработаю свои деньги? И он не будет спорить. Но чтобы у него было больше понимания. Хочет он пробить профессионального спортсмена или не Так хочет? это же мне невыгодно говорить. Ну, не выгодно, но в итоге тебе не отдал. Да если я захочу, я сегодня пойду заберу. Хочешь, поедем вместе? С тобой точно нет. Почему? Ну, шлепками буду кидать в него, если что. Не, я с кем-нибудь другим поеду. Ну или у тебя есть способы все-таки, чтобы человек так не сказал, не отдам? Способов нету. Только разговор. А как бы ты его строил? Отдай мои деньги. Он говорит: бро, вы меня обманули. Ну все хорошо, я поехал. Ты в Райане Гарсии разочарован? Нет. Другой менталитет. Другой жизнью живет, я другой жизнью живу. То есть если вы где-то пересечетесь, то возможно какая-то коллаборация? Да. Тебе правда постоянно пишут в директ: займи денег, я в долгах, помоги? Постоянно пишут, постоянно просят что-то. Хотят, чтобы я подарил часы, машины, деньги, дома. Не знаю, на что они рассчитывают. Ты хоть раз подкидывался на такое? Один раз помог человеку с интернета. А кто написал тебе? Написал паралимпиец, живший в России, выступавший за Армению, что ему нужно ехать на соревнования, нужны деньги, комитет ничего не оплачивает, мне нужно полететь. И я от себя скинул, потом выставил в Инстаграм,
попросил людей, чтобы помогли, чтобы он поехал. В тот момент, когда я выставил, мне позвонили, сказали, что этот парень выступает, но федерация оплачивает, это все бред. Потом я позвонил в федерацию, потом я позвонил людям, с которого он города был, Саратов или откуда он там был. В общем, поймали его за шкирку, забрали все деньги обратно, даже больше. Сверху взяли? Да. Отправили мне все деньги обратно. Я уже не знал, мои 50 тысяч, остальные деньги, что с ними делать. И я отдал больному ребенку. Тебя разочаровало это? Да, что просто обманывает человек на ровном месте, что ему там на соревнования надо ехать. Слава богу, что есть в разных городах знакомые, друзья, кто мог дотянуться до таких козлов, как он. Получается, эта история сделала тебя умнее. Если знакомый скажет, вот помоги вот этому ребенку, выстави этого ребенка, потому что это реально так и если бы там родственники. В таком случае я делаю. А так уже после этого случая я вообще не отправляю никому. Тебя как-то спросили на интервью, какую музыку ты слушаешь. И среди предпочтений ты назвал Макана, Хамали Наваи, Мия Гейншпиля и, по-моему, еще какой-то русский рэп. Армянский слушаю, какие-то американские разные слушаю. В машине у меня никогда не играет музыка. Да, ты говорил, что любишь послушать рев мотора. Ты, как видишь, я даже не подключаю Bluetooth. Да. Мы, тем не менее, обратили внимание, что у тебя много русского рэпа. Да. Сейчас будет рубрика. Я тебе буду ставить современный русский рэп. Ты будешь давать реакцию. Качает, не качает, нравится, не нравится, добавил бы в плейлист, не добавил. Поехали. Возьми телефон, детка, я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил на тебя сотня и надеюсь еще сотня. Кто это поет? Это Токсис. Четко? Четко? Качает, не? Мне очень нравится. Да. Я бы не переключил бы ее. Не переключил. А добавил бы себе в плейлист? Да. Сколько из 10 баллов ставим? 7. 7 из 10. 7, 8. Хочется втапливать, не, под эту музыку? Да. Что скажешь? Неплохо, но я бы не добавил. То есть предыдущий трек тебе понравился больше? Ну, он такой смешнее, поприкольнее. Это такой, типа ганста, но... Сколько треку поставим, Friendly Tag? 6. 6. Идем дальше. Что Почему скажешь? музыка громче, чем слова? А тебе прям важны слова? Ну, смотреть, что вообще говорит, про что говорит, понять вообще. Ну, давай продолжим, может, что-нибудь разберешься? Давай. Я ничего не пойму, о чем поет, кроме хейта и сука, я других слов не услышал. Да? Ну, еще там было «Я буду делать твою подругу». А, это ты не услышал? Не-не, это 2-3. То есть такой бы даже и слушать не стал? Да не, ну что слушай, ничего не понятно, хотя бы что-то понятно было. Это был на первом месте в чартах. Офигеть. Тинейджеры. Может, я уже постарел? «Сквозь баб». Говорит имя о чем-нибудь? Нет. Песня называется «Купер». Я слышал. Да? Ну и как? Прикольно. Прикольно. Сколько баллов даем? 7-8. 7-8? Да. Ну, то есть не девяточку? Не, Ну, то есть это недостаточно для того, чтобы попасть в твой плейлист. пока нет. Большой хит сейчас будет прошлого года. Может, ты его и слышал. Да, я слышал. Ну, еще раз оценим. Да. Шоу-герл в этом клубе просит снять очки. Ночные бабочки на блоке знают, что я псих. Это команда. Хоть слова слышно, что он поет. Да, качает. Ну и что, какая оценочка? Нормально, 9. 9? Такое в плейлист попадает? Да, 100%. Кто это пел? Это Айс Гергер и Скай Рэй. А кто им имена дает? Гер, что? Какой самый братский поступок ты можешь вспомнить по отношению к себе, от которого тепло внутри становилось? Когда я первый раз мне подарили борцовки, совершенно не близкий человек. На то время борцовки были у профессионалов, дети и тренировались в носках. Один очень хороший борец, Сунат его звали, Рашидов, свои старые борцовки подарил мне. Они мне даже были большие, я их носил все равно. Это самое большее, что мне запомнилось в жизни. Тебя замотивировало это? Да, замотивировало, я их одевал, мне говорили, они тебе большие, я говорю, ничего страшного, мне в них комфортно. У тебя сейчас бывают подобные жесты для каких-то молодых ребят? Да, конечно, хочется
делать добро, потому что я вспоминаю, как мне бы было приятно. Также я стараюсь, помогаю молодым ребятам. Чаще я помогаю с боями, с менеджерами, деньгами, кто нуждается в деньгах, с визой. Понимаю, что когда мне было 18-19, я бы тоже этого хотел. Как это происходит? То есть ты видишь какого-нибудь перспективного пацана, тебе кидает видео, например, его боев. Дальше ты просто берешь протекцию? Можно и так, можно, допустим, где-то в зале увидел парень хороший, молодой, проявляет интерес, спрашивает тебя, а как это, а как то, а как то. Ты понимаешь, что человек хочет добиться чего-то. И смотришь, что у него есть перспектива, и уже помогаешь, чем можешь. Кто вот последним был из таких ребят? Кто для тебя открытие? Ну, из таких Давид Нгаян. Вот сейчас подрался в субботу на Джейк Пол шоу. Вот он из таких, кому я больше всех помогаю на данный момент. У тебя мало настоящих друзей? Ну, много нет, на пальцах можно посчитать. Ты из тех людей, кто считает, что вот прям настоящих друзей, их не бывает много? Бывает много, бывает. Но это нужно время. Я думаю, что годам 50 их будет больше, чем сейчас. На что ты готов ради настоящего друга? На смерть точно не готов. Ну, на смерть надо только ради семьи. Говорить можно много, а делать мало кто может. Мне вот всегда интересны охранники, вот, которые ходят там рядом. Когда реальная ситуация будет стрельбы, они встанут перед тобой или убегут, или там что-то будет не так. Если не рассуждать вот в вопросе там, жизни, смерти, да, там, отдать жизнь за друга, вступиться за него, даже если против вас 5 человек. Даже если 30 вступлюсь. 30? Ну а что делать? Ты же профессиональный спортсмен. Это может, ты можешь получить травму, и это отдалит тебя от твоей мечты. В этот момент точно я не буду думать, что я профессиональный спортсмен. Все выключится? Конечно. Отдать последние деньги. Ну, если он умирает там от рака и нужно лекарство купить, я думаю, что я бы отдал бы все. Если он умрет, я буду жить с этим всю жизнь. А если все отдам, и он выздоровеет, то у меня будет достаточно мотивации и энергии, чтобы заработать еще. Деньги можно всегда заработать. 3 твоих любимых комика. Арам. Арам. Арам, это кто? Гурам. Гурам. Иранский американец или канадец, как его, не знаю. И 3? Тамби, он комик? Конечно. Тамби Басаев. Была история, которую отрыли наши редактора, что ты как-то выступал в Ереване, в стендап-клубе. Да. Да, первый раз в своей жизни должен был сидеть где-то здесь, звонит Гурам, говорит, я опаздываю. Что это было? И зачем тебе это было нужно? Да я просто вышел поприкалываться. На разогреве у Гурама был. Я не мог поверить, что Гурам мог собрать 5000 человек в Армении. Я там шутил, как вы пришли на Гурама столько людей. А почему? Он популярный комик, логично. Ну, не 5000 человек. А как ты себя чувствовал вот на сцене в другом амплуа? Почти так же, как на конференции перед UFC. То же самое. Волнение было? Чуть-чуть. Да вот, мы встретились, говорит, давай кофе попьем. Ты в Армении, у него там какой-то брат был, друг был, у него сын болеющий, он говорит, сфотографируешься? Я говорю, да. Он говорит, я сегодня вечером выступаю. Разговорись, он не хочет, говорит, выступить тоже. Он шутки спрашивает. Я говорю, давай, выступлю. Вот, выступил. Прикольно. Люди подумали, что я реально меняю профессию. Что такое? Арам. Арам. Арам Гурам. Если бы ты мог получить ответ на любой вопрос и решить любую загадку Вселенной, что бы ты узнал? Теория Дарвина? Произошли ли мы от человекоподобных обезьян? Да. Или нет? А ты сам произошли. как думаешь? Я думаю, что от Адама и Евы произошли. Верю в это, но хотелось бы доказательства узнать. Ну тогда, может быть, спросить, есть ли Бог или нет? Бог же мог быть и при обезьян тоже. Он мог из обезьян создать человека. Бог, он есть, просто узнать, реально ли это так было. А ты на 100% уверен, что Бог есть? Ну, я верю в это, что Он есть. И мне с этим легче жить. Когда в последний раз обращался к Богу? Месяцев 6 назад. А что происходило? На камеру это оставлю в секрете. А так, каждый день благодарю, что все у меня хорошо. Ты как-то рассказывал о своих любимых книгах, и все они были об успехе и мотивации. Я перестал читать книги, к сожалению. Но ты тогда приводил «Богатый папа, бедный папа», а еще отмечал книгу «Трансерфинг. Реальность». Они реально на тебя повлияли? Трансферинг реальности, да. Просто банально. Завтрашний день. Ты его планируешь так, как ты хочешь в голове. Просто
с утра до вечера. Ты его запрограммировал, поверил, что так и будет, и так и происходит. Где-то засомневался, где-то не прокрутил в голове, ничего не получается. И это относится и к боям? Да. То есть ты такой, завтра я выйду. Нокаутирую или там задушу. С первого удара? Да. Потом я пойду в гостиницу, переоденусь, одену вот эту одежду, пойду отмечу, утром рано там, сяду в самолет, вылечу, поеду отдохну неделю, оттуда потом поеду домой, с семьей проведу. И вот так просто все проходит, как ты хочешь. Перед каким боем ты начал применять эту практику? Христос Гиагас. То есть Это это было... 7 боев назад. А это же такая, типа, история немножко инфо-цыганская как будто. Подсознание настраиваешь, что это все возможно, чтобы у тебя не было сомнений в тебе. И все, и идешь. Я выпрашивал у тебя приз какой-нибудь, и ты нашел карточку. Расскажи про нее. Это карточка моя, именная, моя фотография, компания Tops. Давайте подпишем и разыграем ее. Сколько может такая карточка стоить через год? Ну, с моей росписью может, наверное, стоить $15. А через 10 лет? Если я буду очень знаменитым бойцом, то она может стоить все 50 и 100 тысяч $. Так, убираем аккуратненько карточку. Конкурс будет проходить в нашем телеграм-канале. Ссылку мы оставляем в описании. Переходите по ней, там будут все условия. Пост появится примерно через 2 часа после дропа. Если вы смотрите этот выпуск, скорее всего, пост уже появился. Как ты думаешь, когда наступит твой прайм со спортивной и с медийной точки зрения? Через 2 года, 3 года. Почему именно через 3 года? Ну, я возьму титул, 2 раза защищу, и тогда будет прайм. Я думаю, что мои формы и на пике буду. Ты хочешь 5 защит или больше? 5-6 защит. А ты думаешь, ты будешь активным чемпионом? Вот как Перейра, который постоянно принимал бои? Ну, 2-3 боя в год. А почему многие чемпионы начинают там драться раз в год? Вот с чем это обычно связано? Не, это в основном травмы. И он чемпион, он может контролировать, когда он хочет. Ну, Мераб 4 раза защитил титул. Мераб безумно прогрессивный в этом плане боец. Он как будто себя вообще не берег. Ну вот и проиграл. И Петр Ян стал чемпионом. Он хотел побить рекорд защиты. 4 раза защитить титул. Насколько тебе важно, как спортсмену, остаться в истории? Ну, мне важно, чтобы оставить хорошую историю, чтобы люди знали, что был такой боец Арман Царукян, который очень много сделал защит и ушел непобежденным. Важно уйти непобежденным? Да, желательно уйти непобежденным. Пояса важнее денег? Да. Деньги можно заработать 60 лет, но стать чемпионом UFC 60 невозможно. В то время, когда нужно взять пояс. А когда будет пояс, и автоматически деньги будут, так что... Если брать твою идеальную спортивную пенсию, то какой она должна быть? Иметь пару залов, ездить на турниры с молодыми ребятами, помогать им. Просто наслаждаться жизнью, путешествовать по всему миру. Помогать как коуч, как агент, как менеджер? Как больше старший брат. А где бы ты хотел жить на вот этой идеальной пенсии? В Сочи. Построить дачу большую, построить зал хороший там. Можно зал и в Москве, здесь, потому что бои в основном здесь, но материал лучше в России. Материал именно людей, спортсменов. Спасибо. За что?